Вот. Я хотел у вас говорить, все нормально же? Все. Слышно же, да? Слышно? Все, отпустите. Там тоже, да? Сели, да, все? Настроили, да? Да. Вчера мы были на лекции. Какие у вас впечатления? Чем хотелось бы поделиться? Что было нового, необычного, как повлияло на вас? Мне интересно узнать об этом. Были на лекции вчера? Да. Есть законы кармы, которые нас двигают в определенные цели. Есть свобода, это кредитирована. Такая же свобода, есть все равно законы, которые так или иначе через большее страдание двигают нас. Это вопрос у вас, да? Да. Что же за свобода такая, если все равно нас подталкивают сюда? Свобода в том, чтобы... Свобода в том... Слышали вопрос, да? То есть, хотелось бы такой свободы, что хочешь, что и делай. Хотелось бы так. И ничего за это нет. Работает. Хороший вопрос, да? Хороший вопрос. Смотрите, у нас получается, да, если у вас есть вопросы возникли, можно тоже сейчас задать. То есть, смотрите, вот это вот создание, да, создание. Ну, допустим, это молоток. Молоток. Он прям вот так вот сделан, как молоток. И он идеально создан для того, чтобы забирать гвозди. Идеальная вообще вещь. Вот если мы попробуем им пользоваться как зубочисткой, да, то как бы сразу поймем, ну как бы что-то не то, да, не подходит, да. Так вот у каждой вещи, у каждого предмета, у каждого творения есть свое предназначение, их как-то созданы, да. И они созданы для определенной цели, в этом их совершенство. То есть, когда мы говорим о совершенстве, да, совершенство для определенной цели. И вот у нас с вами есть свое предназначение. То есть, мы так сделаны, вот если мы это делаем, нам классно становится. Вот мы такие созданы, нас такими созданы. А теперь вот этот молоток, у него появилась идея, а хочу быть отверткой. Хочу быть отверткой. Такая вот отвертка. Вот. И, значит, он попадает в мир, где он пытается быть отверткой. Он пытается, да, от этого как-то ему так, у него нос неподходящий, да, как-то ему трудно, да. И законы, он сам как-то не догадывается, а законы его, ну, как бы вдохновляют, знаешь, давай вот все-таки молоток. И вот в чем же свобода этой отвертки, ну, вот как бы отвертки, как бы молотка, как бы отвертки, да. Он может продолжать упорствовать в том, чтобы оставаться отверткой, несмотря ни на что. Либо все-таки сказать, ну, наверное, да, надо в том направлении продвигаться. И вот в этом свобода. Свобода продолжать упорствовать или свобода согласиться. Сказать, а почему бы тебе, ну пусть он хочет быть отверткой, ну пусть будет, но он же молоток. И вот он пытается быть отверткой, но у него ничего не получается. И закон говорит, ну тебе не надо, ну давай туда. В этом фокус. Что мы просто, и соответственно, в чем милосердие Творца, да? Что он же знает, что мы-то вот такими созданы. И что вот это классно для нас. Просто заставить не может, сказать, как прийти и сказать, все, давай. Ну как бы нельзя. Насильно мир не будешь. Вот, но сказать, знаешь, ты можешь вот так поступать, а можешь так поступать. Тебе так будет лучше, я тебе вот посоветую. Вообще выбирай как хочешь. Конец Бхагавадгиты так и
так Бхагавад-гита и заканчивается. После того, как все объяснили, все варианты, вот эти, что будет, сказали, вот поступай как хочешь. Я тебе все варианты рассказал. Есть крайние варианты, есть менее такие печальные варианты, есть самые лучшие варианты. Выбирай, что тебе нравится. Вот в этом свобода. Ну, я не знаю, вот я вам так вот объясняю. Да? Нет, не устраивает? А, вы не знаете? Хорошо. Но если что-то нет... Вы задумались, в чем предназначение каждого? А он уже вчера об этом говорил. Предназначение наше то, чтобы любить Бога. Как мы созданы просто. Мы пытаемся это делать, будучи отверткой, и как до конца не отдавая себя в этом мире, да? Мы что-то получаем, конечно же. Но говорят, есть же лучше. И законы так устроены, что если мы идем в том направлении, нас награждают. Если идем в обратном направлении, говорит, тебе же еще хуже будет, подожди. Вниз не опускайся, еще хуже будет. Говорит, нет, я хочу. Ну, просто. Ну, вот такая вещь. Поэтому есть предназначение, и вот тут ничего с ним не сделаешь. Мы такими созданы. Может, еще вопросы? Да, вот вчера. Вчера вы говорили, что в век Кали рождаются самые неисправимые грешники, да? И вот сейчас начался, или не начался еще золотое вкрапление в век Кали, когда какие-то вот есть преимущества. Когда мы рождаемся, правильно. И что? В чем преимущество? Да, и начался ли он? Ну, говорят, 500 лет назад начался. 500 лет назад откормление. Обычно, если мы возьмем предсказания будущего, то согласно ведам, той же самой Шримад Бхагаватам, в Бхагават-пуране говорится, что по мере того, как будет прогрессировать этот век, развиваться этот век, люди будут жить меньше, но это мы и так видим уже. Вот, мозги у них становятся проще, приходится компьютеры подключать. Вот. Там говорится, красота будет определяться длиной волос, чистота, достаточно человеку помыться, уже как чист. Ну, там много разных факторов. Говорится, что полезные животные будут становиться меньше, а вредные будут становиться больше. Разные предсказания. Вот. И как бы печально будет становиться по мере того, как это будет происходить. Но есть действительно проблема небольшое, когда люди будут интересоваться духовностью, золотой век так называемый. И вот сейчас это происходит. Как бы, с одной стороны, деградация происходит, и при этом интерес к духовности появляется. Ну, факт есть такой. Ну, есть. Преимущества каких, да? Преимуществ есть, что появилась возможность. Появилась возможность, даже у людей, которые вроде бы не планировали этим заниматься, появилась возможность, появилось вдохновение, соприкоснуться с этим. Вот так описано. Бонусы. Да, еще кто-то хотел спросить вчерашний. Да? У меня вопрос, ну как это правильно, да, поняла, что получилось, что такое хорошо, что такое плохо. Хорошо, это если мы следуем этим 4 принципам, да, нашего предназначения. Но опять же есть такие ситуации, да, в которых мы трактуем, с одной стороны, это хороший поступок, с другой стороны, он плохой. Ну, может же, есть такие поступки, которые одновременно с двух сторон. Ну, вот, как поступать в таких ситуациях? И, ну, то есть, как выбрать из худшего лучшее, да? Нет, ну, я не знаю, можно... Пример какой-то приведите. У меня рождается какой-то страшный пример, если честно. Да. Ну, например, там, женщина беременная, да, там 3 ребенка, есть там, ну, в общем, один, ему там плохо, он не дает, например, остальным 2. Нужно вкратце, да, убить вот этого ребенка, чтобы жили остальные 2. С одной стороны, жизнь 2, да, хорошо. С другой стороны, убиваем ребенка. Убийство плохо. Убийство плохо. Жизнь 2 хорошо. И вопрос, как решить? Вопрос, что будет через это. И как решать. Я понимаю, о чем вы говорите. Вот смотрите. Когда такие спорные. Вот смотрите, есть такая вот, у некоторых людей есть такое хорошее свойство — музыкальный слух.
есть люди с идеальным музыкальным слухом. У меня знакомый, мой друг, у него идеальный музыкальный слух. Я как-то слушал, он пели, мне так нравилась эта запись, он так классно поет. Говорю, послушай, как поют. Он послушал, говорит, ужас, они фальшивят. Ты посмотри, а я мне нормально. Не, у меня вообще, я сам пою тоже. Я сам пою, у меня есть слух. Я слушаю, мне нормально кажется. А он послушал, говорит, ты посмотри, они здесь вот не попадают в воду. Ужасно. Я не стал спрашивать на всякий случай, как я пою. Потому что раз они не попадают, что куда же я не попадаю. Так вот, у человека, которого есть вот этот вот камертон внутренний, да, чистый человек, да, а эти люди, они могут понять, что является дхармой в этой конкретной ситуации. Вот есть какие-то простые, да, ситуации, ну где понятно, ага, надо вот так поступить. Ну, конечно, так же, ну, правильно. Но есть такие сложные ситуации, о которых вы говорите. И вот тут плохо, а какой вариант правильный? Вот тут надо обратиться к человеку, у которого есть чутье. И обычно такой человек, он сам живет очень правильной жизнью, и он, как вы знаете, человек уловил, да, идею, да, вот. И он может эту идею, не знаю, как тоже другой человек, которого я знаю, он всю жизнь занимается тем, что лечит онкологические заболевания. Когда человек заходит в его кабинет, он просто по его лицу говорит, есть у него рак или нет. Как он это, опыт, у него появился определенный, как бы уловил это, как это выглядит. И он может это понять, люди заходят, раз у него есть. Вот, и когда у человека есть вот это понимание дхармы, да, он может вот такие ситуации решать. То есть это как вот, специалисты, вы вчера говорили, что это может быть для чувств, да, неприятно, но да, есть. Вы, может, пока не понимаете, кажется, что это неправильно, но вам кажется. В действительности нужно так поступить, может, даже вам это неприятно. Но за это неприятно тебе воздаст. А видите, в чем фокус? Что вот этот человек, который в дхарме разбирается, он как раз и помогает принять решение, за которое воздастся. Иногда люди глупые вещи делают. Они думают, вот мой дом вот такой, я должна пожертвовать собой, а никому жертвы не нужны, ей только хуже будет. Это глупо. Вроде человек там какие-то решения, но эти глупые решения. Глупость. Вот. Поэтому, чтобы разобраться в таких моментах, нужно учиться человека, у которого есть чутье, вот этот дхарма, что благоприятно, чтобы он подсказал. Ну хорошо, если этот человек подсказывает, что все-таки надо вот как-то поступить. Что вот так вот поступить, это правильно, убрав, да, и... Или не убрав, наоборот, скажите, не надо никого убирать. Да? Если скажешь, что надо убрать, то это будет делать. А зачем вот сейчас какие-то гипотезы? Вы сначала найдите, обратитесь. Нет, просто вот такая вот ситуация, что если все-таки приходится поступать плохо, что мне кажется, что я поступаю плохо в любом случае. Смотрите, то есть... Но это вроде как для моей кармы. Мы опять попадаем в эту ситуацию, что такое хорошо, что такое плохо. Я сам решаю, вы сейчас сами решаете. Мне кажется, что убивать дедушку очень хорошо. Потому что мы как бы мудрость дедушку ему, 70-летнего, разделим для всех. Кто-то говорит, нет, нельзя никак его убивать. Пусть живет. Кто-то говорит, надо усыпить. Вот как он тяжело больной. Вы говорите, нет, пусть живет до конца. Как разобраться? Видите, все как относительно. И каждый, согласно своему воспитанию, будет что-то советовать. А как же правильно творить дхарма людей, которые разбираются в дхарме, спросить, как будет хорошо в этой ситуации поступить. Да. А если мне кажется, всем кажется, креститесь. Если кажется, креститься надо. Как поговорка есть. Шутка. Да, точно. То есть если у вас хотя бы такая идея останется, что надо у кого-то учиться, я считаю, что мы не зря с вами сидели, что не самому решать, надо искать чистых специалистов в этих вещах. Еще вчера я забыл, мы не успели отметить, посмотреть, я хотел еще показать. То есть вчера мы говорили, что хорошо, что плохо. Не знаю, почему вам не понравилось исследование, когда вы были творцами, я не вспомнил, или вы стесняетесь.
чувствует себя в роли Творца. А то вы все знаете, как говорим, а то так строит, да? Мог бы получше что-то сделать. А вот попробуйте сами, да? И оказывается, что не мозгов, не цели, к чему, кому. И мы вчера к этому выводу пришли, о Харме говорили, давайте я еще раз сделаю обзор, да? Потому что кто-то пришел первый раз, сделал обзор небольшой. То есть на первой лекции мы говорили о том, как работает закон кармы, что есть вещи, которые предопределены в нашей судьбе, но поступками этой жизни мы можем влиять на это предопределение, сделать его хуже либо лучше. И выбор мы делаем, выбирая из тех желаний, которые в нашем сознании есть. И эти желания можно расширить, если мы общаемся с правильными, хорошими людьми. Тогда действительно можно повлиять на нашу судьбу, улучшить нашу судьбу. Второй блок, это было вчера. Мы говорили о том, что такое хорошо, что такое плохо, потому что, чтобы хорошо поступать, надо узнать, что такое хорошо. Да? И выяснилось, что эта вещь не относительная. Каждый, конечно, придумал свое, но судит не потому, что он придумал, а как вначале придумал, который создавал этот мир. И выяснилось, что есть вещи, плюс это когда человек сосредоточен, да, альтруизм мы называем, да, жертвенность, такие вещи. И минус, это когда человек сосредоточен на себе, что все другие качества отсюда берутся. И вот это вот называется дхарма. И дхарма состоит из 4 вещей. Аскетизм, чистота, милосердие, и высшее проявление этого является предназначение живого существа, в конце концов, до чего он может дойти до конца, это полюбить Бога. Но даже если он не достиг этого состояния, но как бы идет в том направлении, хотя бы, то это награждает. И есть вещи, которые разрушают. Это идет деградация. И сегодня мы будем говорить вот об этой плюсовой деятельности, о правильной деятельности, какие-то конкретные примеры действия, которые можно совершать, конкретно хорошая карма. Хорошая карма много, мы сегодня узнаем, мы все ее не сможем обозреть даже, но мы возьмем самое действенное, то, что лучше всего делать. Это то, о чем мы говорили. И вчера я хотел вам еще в связи с этим тренингом сотворения законов даже, я хотел вам такой пример просто показать, как этот механизм работает, карма еще один момент. То есть вот это мы, и мы хотим, допустим, что-то сделать. Вот у нас. Хотим что-то сделать. И тут есть вот этот вот Творец. Я раньше рисовал треугольник с глазом. Уже сказали, что это масонский знак. На всякий случай рисую. Хотя... Наверное, был в Санкт-Петербурге 2 дня назад. Там во многих казанских соборах везде треугольник рисуют. Может, это с масонами? Масонский же знак. Поэтому круглый рисовали. Раньше это более громче, я просто ближе буду держать. Теперь смотрите, для того, чтобы человек мог что-то сделать, просто сделать, он захочет, я не знаю, двинуть рукой, ему нужно, чтобы это разрешили. Положено ли ему, чтобы он двинул рукой? Замечали, иногда рука не двигается. Отекла, да? Или двигается. Иногда мысли не двигаются, иногда тело не слушается. Хотим, а оно не слушается. Так вот, чтобы исполнить что-то, да, нужно, чтобы вот он стал сначала разрешением. А на основании чего он дает разрешение? А он смотрит, заслужили ли, то есть есть книжечка, да, в которой написано все, что мы делали, вот, как мы жили, что нам положено, что не положено. И он смотрит, первое, а можем ли мы это сделать? Да. Допустим, кто-то хочет обокрасть банк. Для того, чтобы обокрасть банк, нужно же тоже, чтобы было какой-то заслуга. Без проблем. В гороскопе, что-то? В гороскопе человека написано
Интересно, даже чтобы совершить, воровать, да, нужно хорошую карму. Чтобы мочь хорошо воровать, нужно хорошую карму. Смотрите, итак, ему, допустим, позволили, да? Ему позволили совершить поступок. Окей, ты можешь это сделать. Это твое право. Я, конечно, не одобряю эту вещь, не одобряю. Я против. Вот смотри, это нарушение запрета. Воровать плохо, но ты очень хочешь. Ну, в принципе, ты можешь это сделать. У тебя, на счету есть достаточно баланс, да, что ты можешь это сделать. Так, смотрите, он наблюдает, он говорит, я хочу это сделать. Хорошо, ты вроде заслужил, делай. Санкции. Да. Он совершает этот поступок, но потом он же начинает судить его за этот поступок. Говорит, ты это сделал, теперь, пожалуйста, получи последствия за этот поступок. Вот так работает механизм. А теперь представьте себе, что есть миллиарды живых существ. Очень-очень много. И каждое мгновение нужно решить, а что будет в этом мире, в котором мы живем, будет происходить. Смотрите, нас делают здесь, допустим, 90 человек. Кто-то качается, кто-то телефон выключает, кто-то идет. И вот каждую секунду должно в этом мире, в котором мы живем, должно произойти какое-то действие. Какое это действие будет? Махнет человек, пошевелит рукой, мысль двинется. Кто решает? Он решает. На основании чего? Учитывает все, что делали они, принимает это в расчет, потом принимает решение, и происходит следующую секунду. В следующую секунду все что-то делают. Потом опять принимается решение, в следующую секунду что-то делают. То есть каждый кадрик, тут кадрики меняются каждую секунду. Меняется кадрик. Как в компьютере. Не знаю, может это понятно будет. Если вы не можете оценить. Понимаете, да? В компьютере каждая сколько там, допустим, 1 мегагерц, да? Сколько там частота сейчас? Допустим, 1 мегагерц. Это значит, за 1 секунду происходит миллион или миллиард операций. То есть за 1 секунду происходит миллиард смен кадриков. И точно так же в этом мире каждую секунду происходит смена кадров. То есть что-то должно произойти в следующую секунду, а это решает он. Учитывая все, что они сделали, прошлое, настоящее, принимаем решение, и происходит это действие. И при этом это не 1 секунда. Как мы вчера узнали, есть такая самая маленькая единица времени, описанная в Ведах, это 1 атомарная секунда. Это значит, что за 1 секунду происходит, я не знаю, невероятное количество времени. И кто-то же это решает. Это решает он. Это то, что мы называем временем. Сила времени. Удивительно же. С какой скоростью здесь происходит? С какой скоростью здесь происходит? С какой скоростью происходит изменение? И как это сложно все это учесть. Это какое нужно все знания и все могущества, чтобы всем этим заниматься. Это не простая вещь, просто мы привыкли, мы просто живем. Но кто-то решает, что будет в следующую секунду. Учитывая все, это решает он. И в санскрите, еще раз напомню, его называют параматма, высшая душа. Но это повтор по вчерашнему нашему материалу. И сейчас мы непосредственно подойдем к тому, как менять негативную судьбу. И давайте посмотрим. Вот, значит, наша ситуация. Мы сейчас, допустим, попали, как это, черная полоса, да? И пример такой приведу. У человека болит голова. Болит голова у него. Невыносимо болит голова. Это его судьба. За то, что он совершил какой-то поступок в прошлом, сейчас он страдает. Ему намекают, что он был неправ. Окей. Что с этим теперь можно делать?
Что можно с этой вещью сделать? Ну, нужно совершить какую-то криямана карму. Да? Помните это термин? То есть мне сейчас нужно совершить какой-то поступок, который сможет, последствия которого могут наложиться на этот негативный поступок, да? И чтобы стало легче. Да? Ну, мы этим сейчас и будем заниматься. И в принципе этим занимаются все. Вот все науки, да? Искусство. Ну, все, что вот в этом мире, ну, как бы люди что-то делают, они хотят, ну, как бы что-то такое сделать, чтобы оно вот так вот повлияло. И мы возьмем пример с больной головой. Вот у человека болит голова. Что будем делать? Первое, выпить таблетку. Неправильно. Покаяние тоже неправильно. Вот. Первое, надо диагностировать, в чем причина моей больной головы. Какие могут быть причины, что голова болит? Так, давайте, то есть первое напишу, диагностика. Потому что если вы не угадаете причину, по которой у вас болит голова, то вы будете даже что-то делать, какие-то хорошие вещи, да, но они не будут попадать. Причина же другая, да? То есть давайте посмотрим, какая будет причина. Он предлагает, что если много мыслей, да? Много мыслей. То есть беспокоится человек, допустим, с сыном проблема, да? Или с дочерью, и человек думает об этом, у него болит голова. То есть психическая проблема, да? Или как психологическая. Психологическая. Какая еще может быть причина, что голова болит? Какая? Не выспался. О, нормально. Инфекция. Инфекция. Потом не выспался. Потом еще что может быть? Да, какая еще? Ударил, травма, да, травма. Потом человек, может, вчера гулял, там, выпил много. Да? Ну, да? Потом еще что может быть? Солнечный удар, например, вот так вот. А может быть так, что он в какой-то прошлой жизни что-то сделал, сейчас пришли реакции, и что бы он там ни делал, у него все время болит голова. Мигрень. Ну, таких шутить все время мигрень. Непонятно от чего. Да? Прошлая карма, то есть прошлая жизнь. Да, бывает, да. Есть такая даже книга, тоже ведической литературы, там описано, какие болезни из грехов. Как называется эта книга? Да, она называется Гаруда Пурана. Гаруда Пурана. Гаруда Пурана. На русском языке есть. Вот. И там такие вещи называются. Вот. И, допустим, ну, там, конечно, не весь список, ну, как бы небольшие есть. Но какие-то там есть. Просто ради интереса можете посмотреть. Теперь смотрите. То есть первое, для того, чтобы решить проблему, надо диагностировать. Потому что, допустим, если у вас голова болит из-за травмы, да, даже если вы будете, я не знаю, спать или не спать, все равно будет болеть. Надо завязать ее как-то, там чем-то помазать, не знаю. Если у вас болит голова от того, что вы не выспались, ну, я не знаю, надо выспаться просто. Вот такое решение, да? Если у вас инфекция, но выспаться мало, да, надо что-то есть, да, какие-то таблетки, да. Если у вас просто продуло, да, ну, надо тоже что-то делать. Если психологические проблемы, ну, можно, конечно, и спать, но оно не решает, да. Если что-то похмелье, да, перед попытками, не знаю, а? Воды надо ему пить, да, соленый рассол, да. А если у человека какая-то прошлая проблема, да, вроде бы все он это делает, а ничего не помогает, потому что надо перед кем-то извиниться, да? Уловили, да? То есть получается, что первое, что нужно сделать, это поставить диагноз. В чем конкретная причина? Из-за какого поступка, из-за какого действия сейчас со мной происходит эта неприятность?
чтобы теперь непосредственно вот эту причину, из-за которой это происходит, я могу на нее принять решение, что теперь с этим делать. И вот этим занимаются все науки, да? То есть, если, допустим, это психологическая проблема, к кому надо обращаться? К психологу, он тебе скажет, как вот, если ребенок вот так вот себя ведет, что нужно делать, может, прямо походу ходит, уже 20 лет, похоже, уже взрослый. Я написала, что одна женщина письмо написала, и она говорит, что же делать? А ребенку уже 20 лет. Я говорю, что делать? Все, вырос уже. Ему уже не поможет. Он уже не будет вас просто слушать. Взрослый человек уже дружит на месте, а не заставляет. Она не понимает. Да? Если у человека кармическая какая-то вещь, для этого ему нужно узнать, что там было в прошлом когда-то, да? И что нужно здесь тоже такие вещи. Если, допустим, солнечный удар или там травма, ну надо к врачу идти, да? И врач скажет, что нужно делать. Если он специалист. То есть надо диагностировать, и надо у специалиста в той области, в которой причина этой проблемы, спросить, что делать. Понятно же, да? Это же простая вещь. Вот. Теперь, хорошо, вы продиагностировали, допустим. Вы продиагностировали. И вы узнали, что причина того, что у меня голова, это то, что я... Что мы делаем? Ну, психологическая проблема, да? Психологическая проблема. Второе, что нужно делать, это выбрать, что такое вещь, экологичный метод решения этой проблемы. Экологичный. Не знаю, лучшего слова не подобрал. И что значит экологичный метод? То есть, если мы берем, помните, это нашу лестницу, есть, если человек следует дхарме, да, то он возвышается вверх, его награждают. Если он делает что-то неправильное, он деградирует. И вот методы решения проблем могут быть экологичны, а могут нет. Допустим, у человека от психологических проблем болит голова. И он принимает, допустим, решение, чтобы голова не болела, да? Ну, надо просто напиться. Помогает ли? Да, оно помогает. Оно помогает решить проблему на какое-то время, но само этот метод решения этой проблемы, он сам по себе неправильный. Потом мне за это действие придется еще и расплачиваться. Понимаете? Вот. И хотя вроде бы в начале проблема решается. Я вам здесь рассказывал, видел фильм Жданов, да, это такой вот за... И вот там в этой связи там какой-то фильм, есть такие диски, там что-то протрезывается, и там фильм показывают. Интересный фильм, значит, написали, сказали, кто хочет, погулять, выпить, бесплатно выпить. И, значит, там пару мужчин и женщин с улицы. Ну, давайте, мы не против. И им поставили алкоголь, вот, любой закуску. Вот, и экран на две части делится. С одной стороны, они как бы сидят, да, счастливые, там начали выпивать, а с другой стороны сидит доктор и рассказывает, что с ними происходит. И даже не только что рассказывает, показывает на экране, что там у них внутри происходит. Вот такая вот, значит, такой видео. И вначале они такие счастливые становятся. Ведь польза, да? Кровь начинает быстро бегать, веселее стало, и как бы эффект есть. Они счастливые, разговорчивые стали. Вот видите, да? А потом что начало дальше происходить? Да, он рассказывает, что такое мозгу, какие закупорки там, да? Потом проблема увеличивается. А когда они утром проснулись, да, это тоже все снимают, их там замеряли, там проверяли, как они еще работают, ну, всем стало очевидно, что ничего полезного в этом нет. И как бы вот есть неэкологичные методы решения проблемы. Вроде взять, решить, оно вроде решается на первый, да? А потом это лекарство еще хуже, чем сама проблема. Я уверен, что даже когда человек этот цианистый калий принимает, смертельный яд, практически мгновенно человек умирает, то первую секунду что-то наверняка лучше становится в организме. Что-то улучшается наверняка. Я не знаю, что улучшается. Но потом смерть.
Вот это называется неэкологичный метод. Да? Вот. И, то есть, первое надо продиагностировать, а второе, человеку хорошо бы понять, какой метод использовать, который не будет еще хуже, чем сама болезнь, а который действительно это исправит. И веды, как это делают? Ну, это как бы экспериментальным путем есть, ну, из медицины, экспериментальным путем она вычислила то, что, по крайней мере, на ближайшее будущее проблем не будет. Хотя есть такие лекарства, которые вроде что-то лечат, да, а что-то отключается, да? Там печень раз выключила. Ну как говорят? Нет? Что? Я что-то не знаю. Все лекарства. Ну вот, оказывается, есть такие методы, когда что-то не калечишь. Но они, правда, медленные. Вот. Людей разрешают аюрведу, потому что как-то медленно все. Я помню, первый раз пришел к юридическому врачу, говорю, у меня вот такая вот проблема. Он говорит, да, решил, надо 4 месяца вот это принимать. Я говорю, что вы такое говорите, 4 месяца? Дайте мне как что-то видите, и все. Он говорит, а сколько ты, как ты зарабатывал на этом? Сколько ты вот неправильно себя вел, неправильно питался? Я говорю, 3. Так ты хочешь на один день? Сколько ты заболевал? Примерно сколько времени, что пришли эту проблему? Я не согласен, подождите. Дайте мне какой-то побыстрее способ. Побыстрее, тогда иди в другое место. Допустим, вот такая, вещь. Поэтому есть более экологичные методы, менее экологичные. В ведах описаны целые книги есть. Целые книги посвящены разным способам, экологичным способам для разных уровней людей. Допустим, есть там такие методы, которые легко сделать все, но они долго работают. Есть те, которые побыстрее, но там нужно больше положить усилий. Они более такие аскетичные. То есть на любой выбор есть эти рецепты. Я не буду про них говорить. Это слишком для меня разбираюсь. Это много всего. Но так или иначе, если есть какой-то специалист, проверенный, да, врач, там еще, надо этим пользоваться. Если он точно определил проблему, понятно, дает экологичный способ, хороший вещь, надо пользоваться. Вот. Вторая и третья вещь, которую нужно еще учесть, когда мы будем эту проблему решать, надо понимать ограниченность любого метода. Ограниченность. То есть надо запастись терпением. И даже может быть принятие, что что-то поменять вообще невозможно. Но иногда, не то что иногда, а часто хочется, чтобы вот было так, как я хочу. Но извините, может не получиться. Вот, допустим, я хочу выздороветь от простуды, да, за один день. Можно за один день? А за 1 час? А за пару минут? Ну, только если поговорить, вот это не экологичный метод. Поэтому надо понять, что метод, который я использую, смотрите, вот это сила моего поступка. Допустим, вот сила моего поступка вот такая, вот такой толщины. И бывает так, что реакция, которую я хочу нейтрализовать, она небольшая. Поэтому, в принципе, может сразу прийти, это называется легкая карма. В астрологии называется легкая карма. То есть легко ее нейтрализовать. Есть сложная карма, когда человеку нужно в эту точку быть очень долго, но возможно. А есть то, что невозможно изменить. Что вы угодно делаете, то есть нога не отрастет, если ее нет, она не отрастет. Вот. И поэтому, даже когда мы берем какие-то экологичные методы, нужно понимать, что мы не самые главные, поэтому какие-то вещи могут измениться, а какие-то вещи не могут измениться. Это все зависит от силы, от той реакции, которую мы пытаемся изменить. Нужно, может быть, подождать, может, год, 2, может, это никогда не изменится.
ты ничего не сделаешь. Есть, конечно, метод, который полностью может любую судьбу изменить. Есть такой метод. Но он может изменить так, ну, в лучшую сторону изменить, но не так, как вы планировали. Не оценили. Не среагировали никак. Такой метод есть, я об этом скажу позже. Но обычные методы нужно потерпеть. Даже если это правильный метод, все равно нужно будет потерпеть. Какой-то невероятно, чтобы это повлияло. Вот 3 момента, которые я хотел бы сказать, вот перед тем, как мы будем об этой деятельности говорить, которые надо знать. Что сначала нужно точно начинать знать причину. Она может быть в разных сферах. Вторая вещь – это то, что нужно выбрать экологичный метод, но который будет не поперек харми, да, а туда. И третье – надо запастись терпением, потому что реакция, которую мы хотим изменить, она может быть непростой. Она же все равно будет терпение для какой-то степени. Может быть, поменять ничего. Понятно вот сейчас? Может, есть вопросы? Пока нет совсем. Да? Как не ошибиться в диагностике? Ну, надо подойти к специалисту. Если вы, допустим, у меня спросите, что-нибудь про медицину, да, я скажу, ну, наверное, вот так. Ну, как же. Надо все-таки подойти к врачу, да. Притом, не только узнать, есть ли у него диплом, да, а также узнать, а вообще он кого-то вылечил. Вообще вылечил тут. Вот такие вещи вылечил. А если ты ходишь к врачу, врач говорит, это его проблема, а на самом деле психологическая? Ну вот видите, надо искать. Как мы врачей находим, знаете, да? Вот как вы врачей ищете? По месту прописки. Да? По карме ищете? Вы звоните знакомым. У тебя есть врач? Так ведь, да, происходит? Может, да, может. Но можно же пообщаться с кем-то, узнать вообще, как выглядят хорошие врачи. Ну вот так спрашивается. Методы вот такие. Вот, ну из того, что есть, как мы можем узнать. Да. Встречаем, да, на дороге появляется определенный врач. Это по карме, получается, он нам? Он может нам пришел и по карме, и не обязательно по прошлой карме, а вот именно в этой жизни мы ее заработали. Я вчера, по-моему, об этом рассказывал. Помните про общение? Мы не были? Да. Вот та же самая тема. И, соответственно, мы можем принять его серьезно, а можем не принять. Ну, может, пришел, говорит, даже мухомор не берет, мухомор помогает вообще. Те, кто выживает, они достаточно. Ну, вроде да, нормально, да, но вы можете выиграть. Теперь, смотрите, вот всю деятельность вот такого рода, всю деятельность можно разделить на 2 категории, на 2 большие категории. Одну мы назовем обычная благая деятельность, обычная. И туда входят экологичные методы решения проблем. Экологично означает согласно закону благости, да, или закону кармы, либо закону кармы. Это все синонимы. Это все синонимы. И здесь, соответственно, будет много-много разных специалистов хороших, вот, которые разбираются, могут решить вашу проблему до какой-то степени, могут это не принимать. И я в этом не разбираюсь. В медицине не разбираюсь, в астрологии не разбираюсь. Но не разбираюсь в этих вещах. Тут надо подходить к специалистам, которые в этом разбираются, и это помогает. Ну, конкретно, если эту проблему, помогает. Но есть необычная, я назову ее богоцентричной деятельностью. Вот. Она на порядок выше, чем обычная деятельность. Потому что, помните, если мы возьмем эту лестницу, да, по которой нужно разбираться, вот, и вот, допустим, вот до этого уровня человек, он понимает, что есть какие-то законы, которые надо учитывать, да, ну и больше ничего не понимает.
как бы их учитывает, пользуется этими законами. И когда он правильно пользуется, он получает результат. Когда он что-то делает неправильно, он идет вниз. Но на определенном этапе вот эта лестница для человека доходит, что существует Творец. То есть вот этой вот богоцентричной деятельностью не все могут заниматься. То есть до этого надо дойти еще. Вот созреть должен человек. То есть вот это его уровень сознания должен еще какой-то. До этого надо дойти. И вот те люди, которые дошли вот до этого состояния, да, они могут заниматься этой богоцентричной деятельностью. И это на порядок выше, потому что цель-то какая? Высшая цель, прийти к тому, что жить за Бога, да? Поэтому как бы здесь тоже он как бы следует законам, и сам того не знает, следует его законам, поэтому его не ограждают, когда промахивается наказывает. Но здесь человек конкретно понимает, что есть начальник, главный, хороший человек, который может что-то для него сделать. Поэтому это на порядок выше, потому что он более высокому уровню сознания следует. Поэтому богоцентричная деятельность, она на порядок выше, чем обычная благая деятельность. Допустим, перевести бабушку на светофоре, да, там где-то. Это хороший поступок, но за это, конечно, не глядят. Но что-то делать непосредственно для Творца, это на порядок выше. Хотя то хорошо, зато наградят, но это на порядок выше, и человек будет еще выше. Вот. И мы будем разбирать, так как это специалисты, то мы разберем вот эту богоцентричную деятельность. Это тоже, кстати, нужно специалистам, но есть какие-то вещи, которые универсальные можно делать независимо от какой профессии мы принадлежим. Вот это можно попробовать, как это работает, можно проверить. И вот эта деятельность, она состоит из двух вещей. Любая деятельность, она включает в себе сознание, в котором она должна производиться, сознание. И второе, это сам поступок. Вот сознание очень важно, и бывает, я потом вам расскажу, когда даже человек делает хорошую, даже богоцентричную деятельность, но вместо того, чтобы ему помогало, ему не будет помогать. Вроде бы все делает, там, свечи ставит, Богородица шагает, там, кланяется, не знаю, молится, что-то еще делает. Но не помогает ему смотреть. Есть такое, да? Такое бывает, да. И я расскажу, когда такое бывает, когда это не работает. Но вначале мы поговорим о том, какое сознание должно быть у человека для того, чтобы эта благая деятельность ему приносила результат. И таким настроением является раскаяние. Мы же сейчас говорим о том, что есть какая-то проблема, да, я хочу решить. И первое, с чего начинается, как вы правильно сказали, это надо раскаяться, покаяться. Это самый сложный момент. Самый сложный момент – это раскаяться. Покаяние пишу. Что значит покаяние? Покаяние означает признать, что я виноват. Согласиться с этим невероятно трудно. Это что, я не прав, значит? Ну, то есть, как это? Я не прав, да? Разве такое бывает? Ведь все, что я делаю, это правильно. Да? Ну, согласитесь. Вот. Поэтому, если вдруг меня кто-то наказывает, да, это конкретная ошибка. Вот это там наверху, он опять куда-то в интернет отвернулся, да, в этот момент. Ну, отвечал на сообщения какие-то, да, и тут на меня что-то свалилось. Ну, либо он что-то не догоняет. Он, конечно, умный человек, там каждую атомарную секунду он уже принимает решение за всем. Ну, а с кем не бывает? С кем не бывает? Похоже, тоже там что-то вот как-то думал. Я же совершенный. И вот смотрите, признать, что я виноват, да, это значит сказать, знаете, я тоже могу делать ошибки. Это подвиг, это подвиг. Признать, что я несовершенен, что я вот маленький, несовершенный, а есть большой совершенный, который не ошибается,
Если он что-то со мной делает, то похоже, что я, видать, где-то, как бы сказали, косячил. Но это подвиг. Если человек это сделает, уже заодно это уже нужно награждать. Да? Сложно же признать это? Пробовали извиняться, да, как-нибудь, вот что-то вот перед другими? Да? Конечно, да. Да, вопрос, да. А как вот с вашим соседом, который с утра ходил, извинялся, а вечером опять напивался? Я сейчас расскажу. Мы вернемся к этому вопросу. Так, смотрите. Первое, допустим, давайте проясним, я начал эту тему. Вот. Как обычно извиняют? Ну, там все надулись, да, там как-то все такие. А жить-то надо как-то. Я подхожу и говорю, ну ты меня извини, конечно, но... Включается второй раунд, да? Ну, конечно, в сторону, да. Меня один хороший человек научил, как правильно извиняться. Я даже попробовал это делать. Ну, потому что я тоже совершаю какие-то дурные поступки, неудобно. Правильно извиняться так. Сначала надо понять, на что человек обиделся. Правило первое. Поймите, на что обиделся. Что если вы просто подойдете, ну, что-то он надулся, подходит, извини, слушай, не простят. Ты что извиняешься? Ну, ты вообще даже не понимаешь, за что ты меня обидел. Я не понял вообще. То есть, первое, надо понять, на что ты обиделся. Что, допустим, вы, не знаю, там разговаривали и сказали, знаешь, у тебя нос кривой. Ну, это нормально, потому что у вас тоже нос кривой, и вы уже привыкли к этому, и так не. Но он стоял не один, он со своей девушкой стоял. И вы сказали при ней, что у него нос кривой. Ужас просто. Но вы не заметили, потому что для нас это нормально. Вы столько с кривыми носами общаетесь. Это даже комплимент. Тут вы выясняете, вот первое осознание, ага, так он для чего обиделся. Второй шаг. Надо почувствовать то, как он чувствовал, когда вы это сделали. Как чувствуете? Почувствовал, так, значит, он-то не привык, что нос кривой, ага. И тут она на него смотрит, он же герой для него, да? Для нее. И он сказал, нос кривой, и вот это вообще. Это второй шаг. И так, когда вы осознали, почувствовали, да, я больно сделал. Третий момент, надо сказать, извини и не добавлять слово «но». Это самый сложный вещь. У меня был недавно опыт, там нечаянно обманул человека. Ну, как нечаянно? Ну, просто так. Взял, обманул. Потом вспомнил, очнулся и думал, что я обманул человека. А я уже ехал из этого города. Вот, пишу ему письмо. А когда клиент читаю, да, что ноги надо ставить. Думаю, не надо же оправдываться. А сложно, да? Пишу и думаю, надо же объяснить, почему же я его обманул. Ну, я хотел как лучше для него, да? Хотел их написать, но не стал ничего писать. Просто написал, знаешь, я тебя обманул, извини, пожалуйста. Написал, отослал мне письмо. И в тот же день мне приходит ответ. Одно слово, пиши, спасибо. Спасибо, что извинился. Я был счастлив. Вот. То есть, понимаете, это сложно. Это всегда сложно. Извиняться сложно. Признать свою вину сложно. Особенно, когда я не виноват, правильно? Когда виноват он. Ну ладно, он виноват. Но неужели, ну понятно, окей, это может быть конкретно этот человек, мы помним, этот человек просто почтальон. Окей, почтальон, но почтальник-то, неужели я не прав? Это так сложно. Но это важно. Пока человек не признает, что это не случайно, это не что было просто так. В этом мире просто так ничего не бывает. Если это со мной происходит, это означает, что я виноват. Я не помню уже. Я не помню. Очередь же там, да? Я не помню. Но это правда. И если я просто говорю, да, я согласен, что это правильно, первая реакция, я согласен, что это справедливо. Потом уже можно что-то делать. Но первая реакция, это справедливо. Раз это происходит со мной, это справедливо. Я принимаю. Это подвиг вообще. Поначалу искупления, поначалу, что все будет. Потом хорошо. Вот. И давайте вспомним ситуацию, когда вот вы
сидели, да, вы были правы. Ну, вы там что-то такое, вас обвиняют, а вы были правы. Ну, как обычно, да? И тут произошло такое, что вы вдруг сказали, да, на самом деле я был неправ. Бывало же такое иногда, бывало, да? Вот вспомните, что побудило вас признать свою ошибку. Что побудило вас признать, что я виноват. Не с места не надо, у кого руки надо поднимать. Почувствовали, что этот человек чувствовал. То есть один вариант, я так остыл, да, и почувствовал, что чувствовал тот человек. Поставил себя на его место и понял, что я ему боль доставил, да. И тогда захотелось сказать, да, я все-таки поступил не хорошо. Да? Сохранить отношения. Но если вы почувствовали, что вы хуже, будет больше страданий, чтобы хуже не было, я готов признать, что я не прав. Да. Лучше называть, что ничего случайно не бывает. Даже если я считаю, что не прав, все равно это не так. Сейчас вариант, что кто-то со стороны, то есть я вот считал, что все было правильно, да? Но человек другой посмотрел на эту ситуацию и говорит, что я был неправ. Я посмотрел его глазами и говорю, тут точно не прав. Своими смотрю, все правильно. Смотрю, неправильно, да? Да? То есть из-за того, что вы со стороны получили знания. Тоже это. Ну, другой, может, нет собеседника? Кто-то другой, я с другой стороны на эту вещь посмотрю. Так обычно успокаивается, да? Кто-то сидит, плачет, говорит, все плохо. Как успокаивать? Пытаются показать ситуацию с другой стороны, правильно? Что с ее стороны все плохо. Еще какие были поводы, чтобы вы сказали, да, или нет? Проще признать свою вину, чем убеждать. У вас такой повод, да? Это тоже вариант, что будет хуже. Будет хуже. Если я сейчас не признаю, будет хуже. Я, конечно, не виноват. То есть это не покаяние. Отвертка должна быть молотком. Это не покаяние, потому что я как бы все равно прав. Но чтобы хуже не было, да, пусть он подарится. Да. А если со всех сторон говорят, что ты прав? То невозможно. Значит, я прав. И мы сейчас про другой вариант. Когда вы смирились, вы были правы, а тут до вас дошло, что вы не правы. Как это произошло? Я хочу выяснить это. Да. У вас было такое вообще в жизни? Из-за чего это произошло? Я хочу конкретный опыт. Вот вы вдруг раз и стали каяться. Почему? Когда? На другой стороне, то есть происходит подобное с другой стороны. Вот. Еще один вариант, когда я попадаю в такую же ситуацию, в этот момент я начинаю понимать, а он же что ли, да? И обычно это происходит, допустим, когда у людей рождаются дети, да? Они вспоминают про родителей. Они говорят, а ты же они тоже так же со мной, да? И вот так вот, это я вот так вот. Ты говоришь, да, похоже, я был все-таки, неправда, был нахальный. Да? Да, хороший вариант, что я оказываюсь в такой же ситуации и могу прочувствовать себя. Еще, может быть, были моменты, когда вы каетесь. Когда ситуация повторялась, но с разными людьми. То есть, если я с одним человеком отстаивала свои права, и говорю, я права, мне говорят, нет, потом повторяется снова и снова подобная ситуация. Извините, вы можете просто не очень уважительно? Уже, в конце концов, доходит, да? Да, доходит. Наверное, если уже пятый человек говорит, что... Иногда доходит с пятого раза, что если одна и та же ситуация приносит мне одни и те же страдания, и 5 раз с разными людьми одно и то же происходит, то, похоже, не они виноваты, а, похоже, виновата я сама, да? Страдания или какие-то неудачи могут эту мысль до нас донести. Ну, что-то не то, наверное. Еще? Почти все перебрали. То есть мы получили что? Пока это вот признание, что я виноват, может произойти, когда... еще, да? Совесть. Совесть не вспоминали же. То есть совесть, что такое совесть? То есть вроде сделал что-то такое, но потом сидишь и чувствуешь, что я не прав. Да? Про совесть немножечко вам хочу сказать, что совесть начинает, это голос, конечно же,
параматмы. Вот. Но совесть у всех разная, обратите внимание. Не то, что это параматма у всех разная, она одинаковая. Но она начинает мучить, когда человек поступает ниже, чем он обычно поступает. Ниже того стандарта, который он обычно поступает. Поэтому у кого-то совесть, порог совести где-то внизу, да? Я не знаю, рассказывал тут вам историю про человека из закона. Нет? Там где-то, в детстве я смотрел «Человека из закона», там была ситуация, когда двое людей, мужчина и женщина, убили свою подругу. Они отрезали его руку. И, значит, этот корреспондент спрашивает у женщины: а как вы, что, кого, как вы, почему? И женщина рассказывает: знаете, вот когда мы его отрезали, да, у нее, они же полностью отрезали, да, то у нее с груди упал крестик. Я понимаю, что это нехорошо брать чужой крестик. Поэтому мы положили эти крестики в рот. Ну, тоже совесть тоже есть, понимаете? Но она такая вот. Поэтому, когда мы под влиянием обстоятельств иногда совершаем вещи ниже своего уровня, да, то когда мы немножко остываем, да, то совесть начинает мучить и говорит: знаешь, а ты поступил сейчас ниже, чем ты обычно поступил. Вот совесть начинает мучить. То есть совесть тоже может сказать, что ты побудить нас признать свою вину. Очень хорошие причины, практичные. Вот. Но я назову самую такую, мощную причину, как человек может признать свою вину. Самый такой серьезный. Нет? Конечно, совесть и страдания это конкретно помогает. Вот. Попасть в такую же ситуацию, в принципе, тоже страдание. Но есть такой метод, один из тех, которые вы назвали, это посмотреть на ситуацию другими глазами. То есть обычно я смотрю своими глазами, когда я смотрю своими глазами, то я прав. Но когда я смотрю другими глазами, то оказывается я не прав. И другими глазами посмотреть означает посмотреть глазами человека с более высоким уровнем сознания. Если я посмотрю на ситуацию человека более низкого уровня сознания, да, он скажет: да ты святой вообще. Да как ты терпишь вообще такое? Тебе памятник надо поставить. И уничтожить надо всех. Они все негодяи. Но когда вы посмотрите на ситуацию глазами человека с более высоким сознанием, то вы можете это увидеть и увидеть, что действительно я совершил ошибку. Однажды в одном месте, в лесах, здесь же тоже леса есть, да? А кто там живет в лесах? Звери, да? Олени живут? Вот. Косули живут. Вот один святой как-то путешествовал по месту леса. Вот. И видит такую сцену: косуля с перебитыми ногами дергается, конвульсия, умирает, мучительная агония. Проткнутая несколько места стрелами. Он думал: какой садист это сделал? Знаете, святые, они один из признаков другого человека, он чувствует других так же, как самого себя. Это совершенно йог. Бхагавад-гита так объясняет, что он чувствует боль другого так же, как свою. Ему было очень больно, видите. И он подумал: кто же это делает? Идет дальше, там еще какой-то зверство. Проходит дальше и видит этого охотника, который этим занимается, такой черный человек с луками, стрелами. И он мирится очередную жертву. Этот святой, его звали Нарада Муни, он пошел поперек между этим человеком и этими зверями, которые уцелились. Звери, ясно дело, не сбежались. Оскорбленный охотник развернулся с этим луком, да? Неосторожного путника, думает: ну сейчас прибью. Но что-то в этих глазах этого святого остановило его. Он опустил этот лук и спросил: что ты ходишь по дороге? Да мне интересно узнать, вот я там косулю увидел в таком состоянии. Не знаешь, кто это сделал? Вот с гордостью: я. Тебе нравится, да, вообще? Вот, всегда так делают. Папа меня научил. Здорово же, да? Есть такие люди, им нравится боль причины. Я как в этом фильме «Страсти Христовы», да? Там такие есть. Они были его. Им нравится. Такие существуют. Люди, им нравится разрушать. Вот. Он говорит: тебе нравится? Но можно тебе одно
просьбу для тебя. Я хочу попросить у тебя одну вещь. Он говорит, да? Любую просьбу, хочешь шкуру оленя, хочешь зайца, что надо? Нет, шкуру не надо, я хочу, чтобы ты, когда будешь убивать в следующий раз, убивал до конца. Дурацкая просьба. Зачем? Ну, вообще убивать это плохо, но убивать вот еще вот так, чтобы они зря страдали, еще лишние страдания, это еще больше ты будешь страдать за это. Будут последствия. А тут Валентин Магасами смотрел, говорит, какие последствия? Какие последствия? Мы живем один раз, после нас тут потоп. Ты о чем говоришь? И тут этот святой ему сделал видеопрезентацию. Проект. Он ему показал, что происходит, что за каждую боль, которую он причинял, ему придется испытать такую же боль. Показал эти все вещи. И тот посмотрел его глазами и говорит, знаете, с украинским акцентом, а что делать? Что делать? А он говорит, ну надо что-то делать. И вот тот ему дал практику, и он сломал этот лук. Тот, конечно, возмущался, говорит, а как же я буду жить? Знаете, иногда люди живут неправильно и говорят, тебе надо жить по-другому. А как я буду жить? Я же по-другому не умею. Ну, отвлекает человек. Вот, он говорит, сломай лук, живи вот так. И через какое-то время он вместе со своим другом, этот святой со своим другом, они решили довести на охоту. Когда этот охотник увидел своих друзей, он побежал навстречу, но неожиданно остановился. Потому что по дороге, по которой он бежал, ползли муравьи, значит, деловитые такие муравьи, ищили гусеницу куда-то. Он остановился и не мог на них наступить. И тот толкнул в бок своего друга и говорит, ты посмотри, еще несколько месяцев назад этот человек черпал счастье, недоубивая животных, а сейчас даже на муравья не может наступить. Вот таково влияние людей, которые находятся на другом уровне, да, сознания. Если в глаза не посмотреть, то легко принять. Легко принять. Потому что в этом мире действительно не бывает просто так. Если со мной это пришло, если вот этот сосед там это делает, то это я виноват в том, что я живу таким человеком. Что с этим делать? Это другой момент. Но первое, надо понять. Это не случайно. Если это со мной происходит, значит это справедливо. Это моя ответственность. Что делать, как ему помочь, или что мне в этой ситуации, это другой момент. Но внутренняя вещь, она должна быть такой. И пока человек не признает, что он виноват, ему трудно будет что-то изменить. После одной из лекций одна женщина говорит, у меня проблема, можно вот? Я вам скажу, давайте по интернету пообщаемся. Вы знаете, эмоций много. Так упрашивал, ну давайте, ладно, сидим вот здесь 20 минут. Ну, женщина идет к 50. Вот, мы сели там за столик. И она стала рассказывать мне, как все плохо. Что из дома выгнали. Это прибалтики страны. Я думал, там же цивилизованная страна. Выгнали из дома, из квартиры выгнали. Такой человек купил этот дом, часто, да, предприниматель купил весь дом и выгнали просто. Дочь, которая она переехала, когда она неожиданно она ушла куда-то, приезжает, а дочь выкинула всю ее эзотерическую литературу. Понимаете, я ужас говорю. Вот все ваши книги выкинула. С ней еще и наряды какие-то. И она то есть стала плакать, эта женщина. Стала плакать и говорить, что это были хорошие наряды. Эти книги были дорогие. Почему она так сделала? Я с ней тоже стал плакать практически. Я думаю, все так плохо. Я говорю, да, плохо. Я говорю, они все сволочи. Да, они все сволочи вообще. Вот, они все неправы, они все негодяи. Да, я говорю, все негодяи, да. А вы святая, ну да. Я святая. И знаете, у меня азарт вообще проснулся, психологически. Я думаю, надо разобраться, как же так действительно. Все негодяи, а она вот одна святая. Я даже в интернете как-то набрал. Все неправы. Но там много сайтов выскочило. Объясняйте, что это правда, да?
И мы потратили с ней минут 20. За 20 минут мы раскопали, что даже никакие прошлые жизни не залазили, да? Просто вот в этой жизни нашли причины, по которой ее выгнали из квартиры, что она была сама виновата. Даже без всякой эзотерики. И почему дочь к ней так относится, тоже было понятно. И она говорит, ну да. И потом опять заплакала, говорит, все равно они виноваты. Я не знаю, что делать. Но если они виноваты, то какие шансы? Если они виноваты, это означает, что начальник ошибся. Значит, он там мышей не вывез. Значит, он отвлекся. Значит, он какой-то неправильный. А значит, я совершенный. И он что-то присутствует. Поэтому вот эта вот вещь очень важная. Покаяние. Вот. И без этого ничто остальное не получится. Конечно, благую деятельность — это не единственный мотив, с какой можно делать эту деятельность. Но просто так как мы разбираем с вами конкретное искупление какое-то, да, то вот этот мотив, он должен присутствовать. И, соответственно, в зависимости от того, насколько человек признает свою вину, наказывает его больше или меньше степени. Да? Ребенок, если там что-то проказничал, может по-разному наказывать. Признает вину или нет? Если отпирается, говорит, нет, это не ты, да, окей. То есть признание смягчает. Факт. И по законам кармы это точно так же. Потому что историю расскажу. И потом сделаю перерыв небольшой. Однажды в этой Акбар, у него был министр Джербал. Хороший, смышленый министр. И все время какие-то истории с ним приключались, получили. Вот Джербал однажды его назначили судьей. То ли судья просто ушел, то ли ему было интересно попробовать себя в роли судьи. Но так получилось, что он начал какое-то время быть судьей. И люди стали жаловаться, что самый смышленый Джербал как-то не очень правильно судит. Цели нажаловались, говорит, посмотрите, два человека, они сделали одно и то же, но одного вот наказал такой жестоко, а другого просто отпустил. Одного отпустил, а другого смотрите сделал. Раздел его договор, намазал дегтем, посыпал перьями, посадил на свари, прогнал по всему городу, это же позорище. А сделали они одно и то же. Царь подумал, это да, как-то распределение. Вызвал Перклау, говорит, Перклау, ты что-то как-то неправильно судишь. Он говорит, ну да, вот второму я мало. Ну, как-то нас мало. Перклау объяснить, что непонятно. А говорит, смотрите, вот этот первый, да, он украл, и ему было так стыдно, что не мог людям в глаза смотреть. От стыда он ушел из города, раздав все свои какие-то богатства, и он так, ему было больно вообще, и стыдно, что он все раздал, ушел в пустыню, чтобы покаяние совершить. И смысл его наказывать. Нет смысла никакого. А вот этот тому мало. Ты посмотри, что он сделал. Значит, когда его, вот в таком виде по городу, да, проезжал мимо своего дома. И что он сделал, знаете? Крикнул: жена, я скоро приеду, ванну приготовь там. Вообще, ему все равно. Вот это разные виды покаяния. И, соответственно, цель просто поиздеваться над человеком. Если человек урок усвоил, да, то смысла нет его наказывать. А раз продолжает наказывать, означает, человек еще не понял. Вот. Это насчет покаяния. И следующий момент вы увидели, как если есть покаяние, что конкретно потом надо делать. Потому что иногда говорят, ну надо покаяться, да? И все. Нет. Знаете, обокрали квартиру, значит, может, квартиру обокрали. Ну, прости. Ну, неплохо. Но деньги надо вернуться, да? Поэтому хорошо признать, но что потом делать? Давайте после перерыва будем. Да? Больше сделаем. 15 минут. Потому что я только что говорил. Потому что по вопросам, которые вы задавали, я понял, что это надо прояснить.
Вот эта деятельность благая, богоцентричная, о которой мы будем говорить сейчас, то есть покаяние, оно по-любому хорошо, даже когда вы таблетки пьете, это тоже хорошо. Понимаешь, что никто не виноват, сам виноват. Это хорошая вещь тоже. Но вот эта вот богоцентричная деятельность, она не исключает того, что надо лечиться, понимаете? Вот эта богоцентричная деятельность, она позволяет, как называется, укрепить общий иммунитет. Даже если вы не понимаете, ну как бы, за что, почему, да, ну какую причину, да, ну не разбираетесь, да, то она просто поднимает уровень вашего благочестия, просто общий поднимает. То есть уровень поднимается. И все, что там вам было нужно, но получить, то оно все встречается. Это не исключает, еще раз говорю, там лечиться где-то надо, да? Есть, конечно, люди, которые достаточно чистотой обладают, им ничего другое делать не надо, кроме как это гениусом заниматься. Этого достаточно, даже лечиться не надо. Но для обычных людей, которые еще не достигли такого уровня чистоты, ну, это не надо исключать. Ну, это нижняя крайность. Вот. Это один момент, что это общее, не надо исключать, а второе это то, что это общее укрепляет, оно общее поднимает уровень. И она также дает возможность человеку развиваться в своем вечном предназначении. И такой вид деятельности богоцентричной, на заводе столько не заработаете, сколько можно просто выполняя эту деятельность заработать. Я не люблю не деньги, а те, какие есть. Вот. Но есть, еще раз говорю, в конце я скажу, когда это не работает. При каком условии это не работает. Даже вроде человека это дело, там не работает. Я скажу это. Вот. И сейчас мы... Что-то я еще хотел. Что-то хотел и забыл. Вот. Если вдруг мы каемся, и бывает, что человек, было бы легче, если я знал конкретную причину, по которой эта проблема со мной происходит. Было бы здорово. И иногда, особенно когда люди хотят исправиться, хотят как-то меняться, им подсказывают, либо со стороны кто-то говорит, либо приходят какие-то откровения, и он понимает, в чем, где конкретно он прокололся. Такое бывает. Как вот рассказывают историю про одного монаха. Этот человек, он дал ответ, что он даже дома не человек, то, что там какое-то накопительство или общение с женщиной. Вот. И он, значит, путешествовал, и в одной деревне его встретили, ведическая культура, соответственно, большая честь, святой, чистый человек, посетить дом. Один домохозяин пригласил его к себе, говорит, переночуй меня. Говорит, я не могу ночевать в доме, потому что у меня нет. Хотя бы в моем огороде переночевать, хотя бы у меня на территории. Это классно, хорошая камера. Прогресс, да? А ночуй меня. Он говорит, хорошо, ради себя готов. Он постелил, все. И ночью неожиданно он проснулся от того, что кто-то к нему подошел. Оказалось, жена этого человека стала домогаться. Он говорит, женщина, ты сумасшедшая. Я монах, у тебя муж, это же грех большой. И она, знаете, страсть не передам. Знаете, киньте этот аппарат, я позирую потом. Он говорит, эта страсть не удовлетворена, она в этой удовлетворенной страсти убегает домой, убивает своего мужа и кричит, люди, этот притворщик приставал ко мне и убил моего мужа, чтобы он ему не мешал. Схватили монаха, вытащили в тюрьму, потому что его судят. Значит, судья, глава, смотрит на странные ситуации, с одной стороны, конечно, тут не надо убить просто. Но это необычный человек, мы не можем его убить. Они отрубили ему правую руку, отрубили, выпили из деревни. И, значит, монах лежит под деревом, в полном непонимании. Шел, никого не трогал. Вот. Переночевал. Сначала тетка стала приставать. Потом руку отрубили. Непонятно за что. Да? Еще говорят, надо сказать все справедливо, да? Я, как он сказал, это все справедливо, но непонятно, что непонятно.
непонятно, как это происходит, почему это произошло. Но он в такой границе находится, депрессивно. И в этом состоянии он видит сон. Видит сон, видит, как он в прошлом сидит, как браман, чистый человек, читает книги, вот, все у него хорошо. Вот. И неожиданно он сидел возле поля, рисовое поле, там лес. Неожиданно из леса выбегает корова. Испуганная корова. Думаю, надо жара похожа. Корова убежала. И эта корова убежала в другой лес. Тут из того леса выбежал лесник с топором, понятно, с какими мотивами. Спрашивает, ты не видел, куда корова побежала? Говорит, да. Туда побежал. И он понял. Ну, для него, для его уровня это было правильно просто. И иногда бывает такое, что нам подскажут. Ну, то есть внутри, если есть такая сильная потребность, могут и подсказать. Есть разные техники, если хотите, можно разобраться, узнать, да? Но даже если все равно мы ничего не узнали, ошибок не бывает. Даже если я не понимаю почему-то, все равно справедливо. Вот это правильное сознание, правильная реакция на поступки, образно на эти события. Теперь относительно вот благой деятельности. Как, соответственно, вот да, это неправильно, я так не хотел бы, хочу это исправить, хочу сделать что-то хорошее, чтобы это повлияло на это. Вот. То благая деятельность, мы поделим ее на несколько, как сказать, богоцентричную деятельность, поделим на несколько уровней. Не уровней, а взглядов, да? Форму, вот так лучше, форму. Так ее делят в Бхагавад-гите, 17 главе Бхагавад-гите, на 3 части делят. И на санскрите первая часть называется ягья, на русском языке это переводится как богослужение. Ягья, богослужение. Вот. Вторая это тапа. И в этом смысле, вот в этом значении тапа это сдерживание своих каких-то потребностей. У нас у всех есть потребности. Если мы просто будем делать, как наши потребности говорят, да, то цивилизация закончится. Даже же? Если мы просто будем делать все, что хочется, да, то все накроется. Ничего не будет. И вот сдерживание, какое-то ограничивание, регулирование, это называется аскетизм. И последнее дана. Дана означает благотворительность. Вот. И вот эти все 3 вида могут быть богоцентричной деятельности. И я не буду обо всем, там целые списки, что можно только делать. Я расскажу о каких-то самых практичных, эффективных вещах, которые можно независимо от конфессии практиковать. Может, не только конфессия, это и универсальные вещи. Это можно делать. И первое богослужение, которое может, что можно делать, это, сейчас я как-то это посещение храма. Ну или как называется? Посещение культового заведения. То есть храм. Храм, мечеть, синагога. То есть что такое храм? В чем идея? В чем идея храма? Это значит, Бог везде же, правильно? Он же вездесущий, всемогущий, все остальное. Какой смысл каких-то зданий? Какой смысл? Что там, здания, кирпичи, что ли, они что ли, что-то делают, да? А? Более концентрированно кирпичах все остается. Это для нас, да. Есть, конечно, уровень людей, которым это не надо. Вот. Есть такие, которые, они прям в сердце его видят, чувствуют, везде видят его. Но это не про этих людей. Для обычных людей существуют вот эти профильные святые люди, они рекомендуют, что нужно посещать храм. И храм, такое вот место, да? Храм. Вот. Там есть что у нас? Алтарь есть, да? Там что-то можно, что-то есть, да? Теперь человек идет в храм. В чем идея? В чем идея посещения храма? Почему за это награждать? Почему это хорошая деятельность?
Мужчина обладает. Во-первых, первая мысль приходит. Так, похоже, Творец существует. Это уже прогресс, да? Он говорит, Творец существует. Вот, у него есть дом. И сейчас я к нему иду в гости. Ну, не с пустыми руками тоже, да? Хороший человек с пустыми руками приходит. Вот он идет и говорит, ты куда идешь? Я к Богу. И буквально идешь к Богу. Полчаса может идти. Час может на машине ехать к Богу. И вот весь этот процесс поездки к Богу, ну, это хорошая деятельность. Теперь он к нему приехал. То есть вот это уже вот сама эта поездка, поход туда, это уже признание существования Творца. Это же награждают за это. За это уже награждают, если человек понимает это. Он туда приехал, заходит. Что дальше происходит? Глазами видит алтарь. Уже глазами занимается духовным служением. Он смотрит на них. Голова, что делает голова? Знаете, зачем голова нужна? Чтобы шапку кушать не будет. Оказывается, чтобы склоняться. То есть человек кланяется, этот акт означает, что я признаю власть. Молодец. Молодец, что признаю. Приносит там что-то, зажигает, отжигает, да? Ну, говорит, это для тебя. Что-то от себя отдаю тебе. Еще там можно, знаете, что-то там, лампочку крутить, помыть что-то можно. Руки, ноги заняты. Уже конкретно могу что-то делать, уже здесь, сейчас могу что-то делать для Бога. Вот за одну вот за эти действия, конечно, если человек понимает, что он делает, это эффект, в сотни раз больше, чем когда он не понимает. Когда человек не понимает, все равно эффект есть, какой-то эффект есть. Это хорошая деятельность по-любому. Но когда человек понимает, а тем более, если он это делает в определенном состоянии, да, то тогда эффект очень сильный. Я не знаю, насколько сильный эффект, я вот хочу процитировать весь Уранов, есть цитата такая, что если человек построил храм, да, как все правильно, устроил это все, то за одно это действие тысячи его поколений, ну, все, кто в роду будет рождаться, карма у них уходит в охрану, освобождение. Просто за одно это действие. Он не только для себя, но и для всех. Поможет. Всем тем, кто будет рождаться. Круто же. Даже если человек не понимает, да, если он там случайно как-то пришел, там поклонился, что-то сделал, не понимает. Там смешную историю рассказывают Куранов, как однажды в одном храме в Индии, жена мышь. Ну, мыши только не только церковная была, не храмовая еще. И мышь была такая, она питалась, там светильник, на алтаре был светильник. И этот светильник был заполнен топленым маслом. Это самый считается благой огонь, да, самый хороший, когда топленым маслом. Ну и, соответственно, там эти светильники, и эта мышь повадилась туда залазить и есть это масло. Это большая была. И как-то раз она залезла в очередной раз на алтарь. Ну, вообще, неуважительная вещь. Грязная мышь залезла на алтарь. Вот. И туда, значит, лицо окунуло туда. Вместо топленого масла. И тут этот фитиль, там же такой тряпичный фитиль, она укусила этот фитиль, а он застрял у него в зубах. А он горит. Ей больно стало. Она стала прыгать с этим фитилем там на алтаре. Ну, вы смеетесь, а ей было не смешно. А Господь с той стороны смотрит, думает, надо же, смотри-ка, такая глупая мышь предлагает мне фитиль. Смотри, какая энтузиастичная. Он это как бы серьезно воспринял. Он вообще почему так серьезно, потому что он на самом деле только и ждет, что мы к нему обратимся. Это он такой прям ждет, но когда любой намек на это, он очень радуется. Знаете, говорится, один шаг делает человек, 100 шагов навстречу ему. Тут эта мышь глупая прыгает. Говорит, надо же, молодец. В следующей жизни, ясно дело, что он сделает. В следующей жизни она приняла рождение принцессы. Сразу карта повысила. Она стала принцессой, которая была привязана, ну, как бы не нравилась, предлагать фитилек. Вот.
странно от того, что даже какие-то несознательные действия, они такой сильный эффект, сильное влияние на судьбу. Что же говорить про человека, который сознательно идет в правильном состоянии, сильный эффект оказывает. Сильный эффект. Я в конце скажу, когда это не работает. Сейчас пока работает. Вот. И согласитесь, что когда мы приходим в храм, то там легче быть в состоянии молитвенного состояния. Потому что люди тоже туда приходят, там есть священнослужители, которые, от них знания, святость есть. Нормально к нам прийти. Просто посмотрите, с какой верностью они поклоняются Богу, и как-то просыпается. Там, что-то легче, чем если лежать в кровати и думать, что, Бог-то в сердце. Куда ходить? Он уже мы с ним, уже здесь. Но это тоже, да, это трудно. Легче, когда это делаешь в таких местах. Я уже хвалился, что в этом году был в Иерусалиме, как раз на Пасху. Не только мы этот сад посетили, да? Мы еще ходили в этот храм, где храм Бога, да? Господня. Представляете, там внутри 1000 людей. Даже если человек полный атеист, вообще туда зайдешь в этот момент, но он не сможет быть атеистом. Это трудно. Как тот вор, да? Это трудно. Там просто мурашки по телу, да? Потому что люди в таком состоянии находятся, с такой верой. Легче, это правильно делать легче. Поэтому посещение храма – это один из видов богослужения, литургии. Это богоцентричная деятельность, очень помогает. Особенно, если это делать в правильном состоянии. Другой вид такой деятельности называется слушать Священное Писание. Слушать. На свой ухо. У нас есть, мы уже говорили про общение, да, но то, как на нас влияет то, что мы слышим, образы, да, которые мы воспринимаем, они влияют на наше сознание. И почему слушание является благодетельностью? Потому что как слушание Писаний, в Писаниях о чем говорится? Там говорится о том, какой Бог, его качества какие-то. И описаны отношения между Богом и живыми существами, какими-то святыми. О чем там еще говорится? В этом идея этих Писаний. И что происходит, когда человек слушает эти Писания? Даже если он это делает, не понимает, да? Иногда это в ритуал превращается. Это, конечно, не очень хорошо. Когда люди на непонятном языке что-то читают, да, и как ритуал, это не очень хорошо. Но даже это влияет. Потому что там написано о Боге. Это уже признание. Если человек слушает, он тоже признает власть Бога, за это награждает. Но если он это понимает, особенно если это читает человек, который понимает, о чем это говорится, который опыт свой, подтверждено опыт, какое влияние это оказывает? Интересно становится жить. Когда очищается знание. Само по себе это благая деятельность. Я вам расскажу несколько историй. Может быть, вам понравится, да, как эффект. О чем говорится? Одну историю про себя расскажу. Так вот. Что даже если мы просто друг с другом говорим об этих вещах, да, то это как-то нас вдохновляет. И одну историю, которую я прочитал в Писании. История, которая случилась со мной, где-то, может быть, 6-7 лет назад. В тот момент я очень сильно проходил через испытания, заслуженные испытания. Вот. И такое было интересное испытание. Притом, знаете, все время уже как я понимал, за что это со мной происходит. Ты говоришь, знаешь, слушай, я уже понимаю, вот в этом была проблема, да, ведь? Говорит, да, в этом проблема, но еще не конец подожди. И через полгода я понимал, что, оказывается, еще и вот эта проблема. И через полгода я еще что-то понимал. Когда 3 года прошло, я ничего только не понял. И вначале я не совсем понимал, что оказывается. Это, знаете, иногда мы торопимся, я уже во всем разобрался, да? Не торопитесь, там виднее. И вот
такое было состояние, что, физическое, что я не мог даже сам передвигаться. Меня там сажали как посылку в одном месте, да, и вынимали в другом месте, в поезд. И я приехал в этот город. Я пытался лечиться. И там люди, которые должны были меня лечить, супер целители, которые там мертвого подвергли. Я приезжаю к ним, и мне встречается соседка и приводит меня в квартиру, большая двухкомнатная квартира, говорит, здесь вы подошлите, завтра они сюда приедут, и они вам помогут. И уходят, все, дверь закрывается, и я так сижу, думаю о жизни, и неожиданно на меня приступ. В моем случае я задыхаться начинаю. Я просто лег на пол, легче просто становилось, и думаю, сейчас я сдохну. Они завтра придут, вот тут как бы это. А что делать? И страшно, знаете, умирать страшно. Страшно, вот что боюсь. Во-первых, непонятно, что там, да? И жалко оставлять, что здесь. Вот две причины. А что там будет? Непонятно. Здесь, конечно, не очень все, да, но хотя бы что-то есть уже, да? Что-то хотя бы коммуналка какая-то. Жалко, тело мое любимое разваливается, но все равно любимое. И вот самое обидное было для меня, что я уже занимался к тому времени 10 лет духовной практикой, и что я помираю один, никому не нужен. Никому не нужен, тоскливо, в одиночестве, задыхаюсь. Так вот тоскливо стало, что я, Бог, тебе не нужен вообще. Понятно, люди, не знаю, а ты-то как? Я тебе 10 лет с тобой общаюсь. Я тебе нужен? Ну туда, вверх. Неожиданно зазвонил телефон. И с тобой в трубке и так говорит. Да, он говорит, алло? Ты где сейчас? Я вот в этом городе. Что ты там делаешь? Ты нам так нужен? Приезжай к нам, мы о тебе позаботимся. Это был Скрипаловский позвонил. Да, конечно. Вашу трубку опять зазвонил телефон. Ну, из Москвы говорит, ты где? Я вот здесь. Что ты там делаешь? Ты нам очень нужен. Приезжай к нам, мы тебя полечим. 5 из 5 раз, как я сказал. Прямо вот я ложил трубку, меня звонили. Я говорю, Бог, ты даешь вообще. Знаете, как я уже повеселел, думаю, хоть кому-то я нужен, я ему нужен, он такой большой, да, и нас очень много, да, понимаете? Мы же, пыль просто. Сравните себя, кто мы такие? Даже в пределах Челябинска, кто мы такие? А пределах планеты, а космоса, у нас даже не видно вообще. Но ему до каждого из нас есть дело. Он из каждого чувствует. И он говорит, ты мне нужен. Я уже такой счастливый, помираю счастливый. Звонит соседка, говорит, как у вас дела? Говорит, там все нормально, но помираю. Может помочь как-то? Ну да, можно что-то сделать. Да, и такими историями, вот из таких историй, это такая мелочь, тут нет никакой святости, тут нет никакой какой-то жертвы, просто, знаете, что-то тоскливо стало. Но даже такой человек с таким каким-то, корыстным, так скажем, корыстным желанием, чтобы не одиноко было. Даже с ним вот такого не может произойти. Это уже вдохновляет. А вы представляете, когда истории про святых. Я вам сейчас скажу одну историю. Жил один святой, его звали Харидас. И у него была такая склонность, он был влюблен в Бога. И так ему было классно. Он стоит, знаете, люди влюбленные, чем они занимаются. Влюблялись же, да? Они все время рассказывают о том, кого они влюблены. У него такой характер, ты представляешь, как он смотрит. Он еще в отеле, то есть вот она или он не может об этом остановиться, да? Вот этот человек был влюблен в Бога, да? Что-то там не работает, да? Вот он был влюблен в Бога, и кому-то это всегда не нравится.
непонятно, есть такие существа, которые, ну, как-то, но они чувствуют себя как-то неплохо от того, что кто-то как-то влюблен в Бога, и им плохо становится. Почему их меня же говорят? Вот все должны меня влюблены. Какой Бог еще, ребята? Ведь я же начальник. Они раздражаются. Это как бы ставить под сомнение их величие. Они все время их начинают, вот таких людей, как-то гнобить. И они, значит, его поймали и говорят: слушай, если ты не прекратишь вот это все хулиганство, мы тебя убьем. Мы тебя разрежем на куски просто. Ну, это из средневековья, понимаете, дикие люди. Сейчас же у нас свобода, да? Мы тебя разрежем на куски, ты говоришь: я ничего не могу с собой поделать. Даже если ты меня разрежешь на куски, каждый кусочек его тела, он же влюблен в Бога, понимаете? Не понимаю. Харидас ничего не понимает. Окей, хорошо. Я вам приказал вот этим вот из фильма «Страсти Христовы», этим ребятам, у них такая была популярная казнь, они забивали человека палками. Вот, они проводили его через какой-то, какой-то там район, да, в этом районе они пили его палками, это палачи просто положили бамбуковую палку. Я однажды был свидетелем, что такое бамбуковая палка. Там бешеная собака была, это был в Индии, я был в Индии, и там на людей накидывали бешеная собака. Ее нужно было убить. И там, значит, одни люди ее гнали с этой стороны, а здесь стояли люди с палками, чтобы ее убить. И выскочила эта собака, огромная собака, двумя ударами палками они пополам ее разрубили. Она просто сломалась пополам. Это бамбуковая палка. Я в тот момент понял, что это такое. И вот, значит, они, обычный человек, вот один раз он проходил через такое, да, за один квартал, да, он умирал. Пусть у нас забивают. Так вот, они пьют этого Харидаса со всей мочи, а он не умирает. Одну, конечно, прошли площадь, вторую. Люди вокруг плачут и говорят: убейте его, убейте меня, оставьте его в покое. Этот Харидас, он даже не пикнет, а с состраданием этого смотрит на этих людей, смотрит с состраданием. Они тузят это все равно, они же любят, счастье придется бить людей. Когда у них уже руки стали отваливаться, на 20-й площади, на 22-й, 22-й площади они прошли, они сказали: Харидас, они уже на колени перед ним стали. Харидас, если ты не умрешь, то убьют нас. А у нас ипотека. Ну все, это же конец, ты нас выиграешь, ты не выиграешь из дома, как мы будем жить? Ты же святой, ты же должен быть сострадательным. Получилось так, ему говорят. Нас убьют просто. Ой, вас убьют. Хорошо, умер. Они принесут его тело, они вытаскивают его тело. Эти палачи вытаскивают тело, правители говорят: но мы его убили, как вы сказали, все нормально. Этот правитель настолько ненавидел его, даже когда он умер, да, он продолжал его ненавидеть. Он запретил его хоронить. Говорит: если мы его похороним, ну это же благая деятельность, следишь еще, он там как-то очистится. Нет, киньте его как мусор в речку. Они кинули его в реку. И он проплыл какое-то время по этой реке. Пришел к себе, вышел на берег. Вот что бы вы делали на его месте? А знаете, что он сделал? Он вернулся, да. Потому что, похоже, он как-то обидел людей. Как-то не совсем корректно им объяснил, что он не может просто не успевать имена Бога. Представляете, он идет, они его убили, он идет им навстречу. И тех там что-то стало внутри как-то меняться. Ой, извините, простите, как вы святой, оказывается. Вот, мы нечаянно. Вот. Кается с нами, простил. Но это не конец истории. Был момент, когда, знаете, там собрались многие люди верующие, и Господь стал проявлять откровение. Каждому из них рассказывал, как в жизни он им помогал. И когда мы дошли в очередь до Харидаса, и этот голос с алтаря, он говорит: слушай, ты помнишь, когда тебя били на 22 рыночных площадях? Он говорит: ну да. Я хотел этих людей уничтожить. Этих палачей я хотел уничтожить. Но я не мог это сделать, потому что ты молился за них. Ты говорил, что я простил их,
Я не мог их нести, я не мог их купить. Я не мог спасти тебя из этой ситуации. Но я не мог и смотреть, как они тебя бьют. Поэтому я просто лег на твою спину, чтобы эти удары достались мне. Я не мог терпеть, когда тебя бьют. И он показал ему свою спину. Просто если у Бога спина, у него все есть, не переживай. Показал ему свою спину, он увидел эти отметины от палок. Представляете, что делается? Каритас так себя почувствует. И вот когда такие истории мы читаем, да, у нас появляется понимание, но похоже, он легко, добрый человек. Ему можно доверять. Ему можно доверять, ему можно, нет никого лучше его. На самом деле, все, что есть прекрасно в этом мире, говорится в Бхагавад-гите, хорошие качества в мире, это просто искра великолепия той личности, из которой все это вышло. Нам даже с людьми порой интересно. Но представляете, как интересно с тем, из кого все это вышло. И вот эти вот повествования, слушания историй о том, как проявляется качество Бога в отношении Его слуг, да? О том, насколько велик Господь, да? Вот я вам рассказывал про Тамару секунду, про мощь, да? Это само по себе очищает сознание. Очищает означает вдохновляет человека вести себя по-другому. И также это уничтожает его вот эту вот очередь, которая там стоит, он смягчается полностью. Благодаря слушанию. Поэтому очень простая вещь в благодетельности. Слушать и читать истории, связанные с Богом. И третий вид, о котором я расскажу, это молитва. Молитва также является богоцентричной, богослужением. И молитва, как мне понравилось, вам же не ходишь в Египет. Видишь? Ты же знаешь? Я у него посмотрел, у него там на флере было написано, что молитва — это не информирование Бога о своем человеке. Просто, да? То есть кто-то думает, что молитва — это информирование Бога о своих желаниях. А любовь? Тут не знаешь, что тут есть вот потребности определенные. Вы список сейчас зачитаю. То есть молитва — это определенное состояние сознания. Молитва — это определенное состояние сознания. И давайте подумаем, что это за состояние, что это молитва. Молиться — это какое, что значит такое? Каким другим словом можно сказать? Общение. Еще? Благодарность, любовь, преклонение, медитация тоже подойдет. Вот смотрите, это все разные слова. Допустим, если это разговор, да? Разговор, вот я на равных с вами разговариваю, ну что, давай договоримся. Это как бы один формат, да? Медитация, это значит, что я просто сосредоточен. И сосредоточиться я могу на разных вещах. Это может быть просто такая безликая, безэмоциональная, да? Может быть эмоциональная медитация. Проявление любви, а под любовью что вы имеете в виду? Ну, как бы я тебя завишу. Вот. И вот для того, чтобы состояние молитвы возникло, нужно несколько факторов. Вот так не просто так приходишь, пробовали молиться, да? Вот, я помню, первый раз я пришел ко второму и думал, надо что-то попросить. Чувствовал себя идиотом вообще. Думал, ты взрослый человек. 20 век. Гагарин летал в космос. Что ты делаешь вообще? Что ты делаешь? Вот. Ты же в школе учился. Произошел от обезьяны. Наука же все же может. Что ты делаешь? Зачем ты унижаешься? Вот такие мысли. И давайте посмотрим для того, чтобы возникло вот это вот зов туда веры, что для этого нужно. Ну, во-первых, там должен кто-то быть, правильно? Ну, факт, да? Если там никого нет, это идиотизм вообще. Стоит
Середа или что-то такое. Я не помню. Старое советское кино. Он вообще в Бога не верил, и он молился так: Бог, если ты есть. Так, на всякий случай. То есть первое, он должен быть. Он есть. Вот если у человека нет этого понимания, ну куда он будет обращаться? Достаточно это или еще что-то должно быть? Хорошо, он есть. Я вот подошел, он есть. Веры вот, он есть. Но желание, он могущественный. Смотрите, вот я подошел к доске, она же есть, да? Вот сейчас я начну, значит, с доской молиться в доске. Ну, имеет смысл это? Дорогая доска. Алло, доска. То есть он меня должен слышать. То есть он есть. Второй, он меня слышит. Он слышит. Так доска говорит: да, я тебя слышу. Вот мне нужен iPhone 5, 5s, можно? Доска говорит: ты что, дурак, что ли? Откуда у меня iPhone 5s? Что ты пристаешь, я доска. То есть третий момент. Надо понимать, что он может, он всемогущий, он может, в принципе, это сделать. Так ведь? Он может. Какой смысл молиться, да, человеку, который не может вам помочь? Так сказать, он есть, он слышит, он может. Что еще должно быть? Алло, доска? Ну ладно, слышу тебя. Ты можешь iPhone дать? Ну, в принципе, могу. Что еще должно быть? Ну, он отвечает мне. Он хороший, да. Если он не хороший, он милостивый, он сострадательный, он хороший, да? То есть он милостивый. То есть, знаете, кому-то подойдешь, так и отойдешь. В принципе, у него есть 100 рублей в кармане, да? Но он не обязан вам давать, он не хочет вам давать. Поэтому смысла молиться нет. Он, в принципе, не настроен очень давать. Поэтому молитва возникает, когда человек понимает: окей, есть кто-то, с которым можно общаться, он могущественный, и он, в принципе, добрый. Тогда возникает как бы смысл. Когда я подхожу и говорю: можете помочь, да? Я от вас... еще мы самое главное забыли. Самое главное, что у меня у самого не получится. Я сам не смогу. Потому что если я сам могу, то зачем? Я одного человека отправлял по святым местам и говорю: знаешь, надо список составить, что просить-то будем. Ну, я его выставлял, давай составили список, за кого, за чего, что просить. Вот, духовное, материальное, все написали, мы приезжали, говорю: ну как, просил? Говорит: а что просить, я и сам могу все это сделать. Ловили, да? Я не сам уже большой мальчик, я говорю, сам. Поэтому, если человек сам может, как бы, смысла нет никакого, да, никому обращаться. Но когда человек понимает, он как бы уже всем позвонил, да, никто не помог, ко всем врачам сходил, да, вот. Ну, так обычно происходит. Говорит: я не могу. И как крайний вариант, святые они постоянно, на самом деле, обращаются, потому что они всегда понимают, что мы всегда это можем. Но кому-то нужен какой-то внешний фактор, что раз там все сгорело, и то действительно сам не могу. Поэтому еще один фактор такой: я не могу. Вот человек говорит: я не могу, я нуждаюсь в помощи. И вот есть кто-то, кто могущественный, добрый, и меня слышит. И вот тогда вот это вот состояние называется молитвой. Я прихожу, и это смирение. Ведь я не могу завешивать тебе внутреннее смирение. И вот это вот настроение и есть молитвенное настроение. Я могу прославлять это настроение, могу просить в этом настроении, могу благодарить в этом настроении. Вот это настроение молитвы называется. И молитва — это классно. Это уже само по себе признание, сразу же я признаю его, да? Заодно это состояние уже человека награждает. Вот. И сейчас спрашивают: а как долго надо молиться? Одного раза достаточно. Вот если человек просто один раз вот это скажет: я твой, я
от тебя завишу. Вот этого одного раза они так прославят его, да? Вот этого, Виталий, как тут разговаривает по телефону за нами. Вот этого одного раза достаточно для того, чтобы говорится, что все грехи, которые он это искупает грехов больше, чем человек мог совершить в принципе. Одного раза достаточно. Так зачем же много молиться? А ответ такой, что вот человек, который находится в этом состоянии, вот этом, о котором мы написали, вот такой человек, ему одного раза достаточно. Ему просто нравится это делать. Он же влюбленный, понимаете? У него нет никакого кармы, он просто уже живет командировочно. У него нет кармы, это просто все приключение для того, чтобы через него раздавать людям что-то хорошее. Но для тех людей, которые не находятся в этом состоянии, он не может вот так это сделать. Поэтому есть вещи, как регулярная молитва. Регулярная молитва — это когда человек берет вот эти молитвы, которые святые возносили, да? Там находится их настроение. И он пытается войти в это настроение, повторяя их молитву. То, что вы назвали медитацией. И оно не получается, потому что это тонкая вещь. Но вот эти даже попытки повторять эти молитвы, их молитвы повторять, они засчитываются как благодетельность. Уже само по себе не засчитывается. Поэтому во многих традициях вот эта молитва час занимает, 2, я, допустим, каждые 2,5 часа трачу. Вот. Почему? Ну, потому что не получается один раз это сказать. Как-то регулярно. Это очищает сознание. Очищает сознание и избавляет человека от последствий его дурных действий. Вот это такое могущество. И спрашивают, обязательно нужно канонические читать, можно свои. Можно свои, это уже хорошо. Это хорошо читать свои, но если это сделать запись наших молитв, да, ну так, ради нам вот записать, и потом прослушать. Иногда это выглядит как разборки просто. Какие-то требования, какой-то ультиматум. Вот. Как анекдот рассказывают. Если ты мне не поможешь, я уйду от тебя. Тебе мне не жалко? А что такое? Зачем мне жалеть чужого Бога? Я уйду от тебя к другому Богу. Тебе не жалко? А что ты жалеть другого Бога? Такой анекдот. Пусть он теперь мучится с тобой. Поэтому люди, которые находятся в правильном состоянии, вот эти молитвы, они, это проявление сознания. Они там, вот это их чистота в этих молитвах. И когда мы пытаемся молиться так же, как они, главное это понимать. Вот молитвы надо, они и так работают, согласен. Вот. Но если мы еще понимаем, о чем там речь, да, вот, допустим, недавно я узнал, что вот в этой молитве про хлеб, да, насущный. Я почему всегда было такое впечатление, букву хлеба представляется. И как вот эти хлеба дайте, такой бородинский хлеб, а тут незнающие люди объяснили, что тут не про хлеб идет речь, а про знание, про духовное знание. Ну как бы я сам догадался? Никак. Вот так бы и про буханку. И что вы получили? Хлеба. Хлеб. Знающие люди, которые разбираются в христианстве, объяснили мне, что оказывается речь идет о духовном знании. Вот об этом. Я не знал. Люди, которые повторяют Харе Кришна мантру, само по себе это уже очищает, однозначно. Но когда человек понимает, что смысл этой молитвы в том, что это просьба о том, чтобы полюбить Бога, то все меняет. Это по-другому будет. Понимаете, да? Поэтому вот эти молитвы хорошо, особенно канонически, хорошо бы получить от людей, которые разбираются в этом. Спросите, как их правильно, как это делать, да? Хотя эффект будет больше. То есть это третий принцип. Храм, слушать и молиться. Это все очень мощно влияет на нашу жизнь. Также еще другой пласт этой деятельности. У нас есть потребности, у нас есть много потребностей. Есть потребности тела, потребности ума, потребности нашей речи. Я не буду все, но я скажу о некоторых из этих потребностей, которые можно превратить в область личной деятельности. Допустим, есть потребность есть. Ничего хорошего в этом нет. Каждый раз, когда мы
сделано, что в этом мире один есть другого. Так устроено. Наше существование уже для кого-то проблема. Мы даже сидим сейчас, да? Мы же на ком-то сидим, для кого-то это проблема. То есть мы уже, наше существование какую-то проблему создаем. Так вот, когда мы кушаем, даже если это вегетарианская пища, все равно последствия приходят. Да, не такие, как вот убийство животных, потому что чем более развитое существо, которое мы убиваем, да, чем больше оно боли испытывает, тем больше ему нужно будет испытать боли да. Вот. И даже вегетарианцы какие-то последствия приходят. Но как эту пищу вегетарианскую, да, допустим, сделать чистую? Есть такой момент, как освещение пищи. Два момента, если с пищей брать, это потребность в еде. Есть, во-первых, пост, а вторая есть освещение пищи. Пост сам по себе даже хорошая вещь, если по брегу поститься, да? Что приход, знаете, здоровье. Но если мы постимся не по брегу, да, а постимся в праздники, вот, допустим, есть 2 дня в месяц, Экадыши называется, астрологические такие дни. И эти дни непосредственно связаны с Творцом. Если человек в эти дни совершает какую-то духовную подвиг, после пути, да, то он получает невероятный благо. Я сейчас не буду описывать, что это долго. Почитайте просто. Карма сжигается. Почему? Потому что это акт уважения к Творцу. В этот день. Если он постится в этот день не по брегу, а потому что он хочет выразить почтение, то какая-то строгая деятельность, богоцентричная. А если он еще освещает пищу, что такое освещать пищу? Ну, понятно, Бог не есть. Ему нет проблем с едой. Ему наши пирожки, вот эти вот, из белой муки не нужны. Да, вот они не нужны. Мне нравится, знаете, как вы приходите домой, да, а вас дочка встречает. Все, что в холодильнике есть, это вы купили, это ваши деньги. И холодильник, и дочка во всем одеты, и она все вы сделаете сами, да? И вот вы приходите, и она вам приносит, ну, не знаю, дочке 10 лет, на первый раз что-то испекла. Вы приходите, и она вам говорит, вот мама тебе не пирожок. Вам, в принципе, эти пирожки, ну, как нет проблем, вы можете сами испечь. Но приятное отношение, да? Вот это что такое освещение пищи? Это вот сказать, что, знаешь, я признаю твое, спасибо большое, это, пожалуйста, для тебя. И вот это сразу меняет пищу. Пища становится уже другой. Экстрасенс стоит рамками замеряет. Так, было интересно, как это действительно работает. Рамки дают привычки. Ну, это, конечно, не новое. Для кого-то это аргумент, для меня тоже, я по другой причине это делаю. То есть освещение пищи. Сразу прекращаем духовную деятельность. Уже вы кушаете 2 раза в день, это уже не просто вы кушаете, это духовная деятельность. Есть потребность у человека семейной, а мужчина и женщина есть потребность. Люди не могут жить. Но это может быть, если люди живут по каким-то законам, знаете, не изменяют друг другу, это само по себе хорошая вещь. Да? Благочестивая деятельность. Но она может превратиться в духовную деятельность. Она может превратиться в духовную деятельность. Знаете, каким? Я вам сейчас покажу. Посмотрите. Как вы зовут? Катя, у вас? Вот Катя, пусть Ирине и вы глядите в эту власть. А вы наблюдаете, что она делает. Камера тоже пусть написана. Катя и Ирина, да? Вот скажите, сосудитесь. Вот Катя сейчас кому служит? Мне или Ирине? Или Ирине? Или мне? Или Ирине? Она не спрашивает, да, вы ей дарите. Вот Ирина всю жизнь мечтала о красном фломастере. И вот Катя, она никогда бы не догадалась, что это красный фломастер. А я знала об этом. Я говорю, дайте тебе красный фломастер. И вот смотрите, если бы Катя просто Ирине, ну, дала фломастер сама, то с кем у нее отношения налажены? Так ведь? Так ведь? А так как она делает то, что я ее прошу, то с кем у нее отношения налаживаются?
хотя удовольствие получает не будет. Так вот, если, допустим, в семейной жизни, ну там говорят, надо, женщина должна там, обязанности есть, помогать мужу, да? Если она служит мужу, то она будет там же, где и муж. Если муж уголовник, то где она будет? Потому что она ему служит, правильно? Она служит ему, она будет там же, где он. Если он хороший человек, если она не служит ему, она прогрессирует, да? Так ведь? Но теперь, если она это делает для кого? Потому что я ее прошу, то тогда у нее отношения со мной возникают. Видите разницу какая? А то, если женщина, допустим, выполняет свои обязанности, потому что начальник сказал, да, которого она уважает, нравится, то это ее обязанности перед ним. Даже если муж уголовник. Она же не ему служит, а она служит тому, поэтому нет отношения с ним. Это ее обязанности, так сказать, это как раз служение Богу, она в таком случае становится Богом. Если просто она ему служит, никто духовный символ нет. Это просто между ними. Да, если это хорошая вещь, то они как-то будут лучше, плохая будет деградировать. Но если люди живут семейной жизнью так, как говорит Творец, тогда это становится духовным. За это деградировать. Ой, Виктор, сейчас не надо мне прояснять, как нужно это делать. Это отдельный семинар, можете его не наличить. Это очень Рушевич, очень хорошо разбирается. И еще есть одна потребность у нас, есть потребность деятельности. Да? Все хотят что-то делать. Вот забери кого-то в комнату. Особенно, когда его после этой женщины. Выключи телефон, телеграм, интернет, телевизор, окна. Вот что будет происходить? В тот раз мы сказали, она танцевать начнет. Вот из тоскливо, да, мы хотим что-то делать. Но просто вот это вот наше желание, которое в источнике жизни, да, это природа, да, она начнет нами двигать, мы хотим что-то делать. Но вот когда мы что-то делаем, это реакцию мы создаем. Но эти действия можно делать так, чтобы это превратилось в духовную практику. Каким образом? Во-первых, эта деятельность хорошо было бы идеальный вариант, если она не выходит за пределы вот этих 4 вещей, которые разрушают карму. Помните 4 вещи? Интоксикация, неограниченная половая жизнь, азартные игры, убийство. Да? 4 вещи. Если ваша деятельность находится в пределах этих 4 вещей, оно уже здорово. Но это еще не духовное. Это меньше реакции. Это просто требует страдания. Но если эту деятельность, плоды этой деятельности, хотя бы часть этих плодов, потратить на Бога, то тогда ваша деятельность, знаете, я вот работаю. А зачем? Ну как? Я вот отдал для Бога. Она уже становится духовной. Часть, которая человек отдает, деятельность одухотворяется. Идеальный вариант, когда он во время деятельности занимает, но это сложно. Это сразу не получится. Поэтому хотя бы на грубом плане человек должен связывать свою деятельность, плоды своей деятельности с Богом. Потратить на тот же храм, потратить на распространение знаний, потратить на святых людей. Это сразу же на алтарь. Дома, кстати, можно сделать алтарь. Потратить на это. Это уже духотворит победитель. Вот такие советы есть, как можно одухотворить деятельность. Есть еще одна потребность у нас. Потребность говорить. И потребность обычно о чем говорит человек. Люди, о чем мы говорим обычно? О работе там, да? Да. Ну, как бы хочется говорить, есть такая потребность говорить плохо о других людях. Сильная потребность. Всегда говорить, он хороший человек, но. И мы, конечно же, это делаем, чтобы помочь этим людям. Ну, конечно же. Потому что они что-то не так делают, там, наверху, вот, соседи. Вот, и мы хотим им помочь, и поэтому говорим
знаем, как они неправы. И еще, знаете, даже когда их нет, мы говорим, как они неправы, если когда правда им поможет, то помогает. Но, по правде сказать, конечно же, иногда надо помочь человеку. Но в основном вот эта потребность говорить плохо о других людях вызвана тем, что мы несчастны. И для того, чтобы как-то быть счастливее, да, надо, чтобы как-то другие стали чуть хуже. Анекдот вам расскажу такой необычный анекдот. Однажды в цирке пришел человек, и говорит, у меня такой номер есть потрясающий номер, это будет фурор вообще. Ваш город только об этом будет и говорить. Он говорит, там что за номер? Значит, смотрите, надо на, как это называется, арену, в центр арены поставить бочку дерьма. И потом вот так вот равномерно разбрызгать на зрителей. Директор И в чем же это фурор-то? А потом выйду я во всем белом. И вот точно так же. Так как, вот если они нормально состояли, то я никто, да? Но когда попрыскать на них вот так чуть-чуть, равномерно, то я сразу становлюсь кем-то, понимаете? И вот эта потребность, она речи, она вот есть. И в этом Коране говорит пророк Мухаммед, что нет лучшего питья, чем когда бранное слово уже готово выплюнуть, да, его, да? Но человек его не говорит, а проглатит, нет лучшего питья, чем проглотить такое слово. Вот, поэтому, с одной стороны, аскеза для речи – это молитва, с другой стороны, поменьше хотя бы, да, говорить о том, какие все обрызганные. Потому что это опасное занятие. Это разрушает нас. Это нас разрушает. Это приводит к деградации. И аскеза для ума, там несколько видов аскеза для ума, но они все не практичны для нас, хотя это тело. Как пример, просто скажу, аскеза для ума – это быть довольным тем, что есть. Это очень трудно. Но говорить, спасибо вот за все. Это трудно. Но, по крайней мере, вот на уровне тела, речи. И последнее, о чем я хочу сказать, благотворительность. Помогать другим людям. Помогать другим людям – это хорошая карма. Если тоже там голодаете, вы кормите, это хорошо. Но чтобы эта деятельность стала богоцентричной, то есть, еще раз, кормить других, помогать, если кому-то плохо рядом, мы проходим рядом, наше сердце очищается. Ну, то есть, это неправильно. Если вам нужно помочь человеку, надо помочь ему. Ну, правда, учить, что это за человек, если это, не знаю, человек просто голоден, надо его накормить. Если нет одежды, надо дать одежду. Если ему некуда на билет, дайте на билет. Купите ему билет. Купите ему билет. А если ему дадите деньги, а он их пробьет, то вы будете соучастником. Или как отбегает, как это зовут, бабушку, Раскольников, отбегает Раскольников, с ерошиной такой, кричит, дайте мне топор, и вот добрый человек дал мне топор. Чтобы спасти человечество, помочь. Ну, там же была идея, да? Процентчицу там замочил топором. Он соучастник. Вот, поэтому благотворительность – это хорошая вещь, и надо помогать людям. Вот, ну, немножечко соображать, чтобы не быть соучастником какого-то неправильного действия. Вот. Но для того, чтобы эта благотворительность стала богоцентричной, она должна быть направлена не на обычных людей. Она должна быть направлена на людей, которые связаны с Богом. Так как они близки к Богу, если мы для них что-то делаем, это принимают на счет. И то тоже засчитывается, тоже и обычные люди засчитываются. Но там как бы одна статья, это другая статья. Это непосредственно человек отдает как самому Богу. Вот такие виды благочестивой, богоцентричных действий существуют. Они очень могущественны.
Ну, понятно, это не работает, когда человек это не делает. Он говорит, это все ерунда, вот, надо просто выпить, и все пройдет. Понятно, что ну, как бы, если человек недостаточно понимания, он не будет это делать, и не будет работать. Но когда человек есть понимание, ага, это работает, начальник, это все для него, и когда это не будет работать в тех людей, которые понимают, что это работает. Когда это называется профессиональный грешник. Профессиональный грешник, он очень радуется. Ага, значит, получается, что если я сейчас укушу этого человека, откушу ему ухо просто, да? Это нехорошо, я понимаю, да? Я потом прибегу и сделаю, что тут говорится, да? И ничего не будет. И ничего не будет за это. Это как покупать индульгенцию, да? Вот это не работает. Ну, вспомните детей, да? Если он не понял, да? Что он не прав, да? Вы же не будете его прощать. Вы же его, если еще обманываете, то еще хуже, да? Поэтому профессиональный грешник, ему это не помогает. Потому что человек начинает, это вообще наглость. Он узнал, как легко скинуть карму, и он говорит, ну, хороший мир. Сейчас буду делать, что хочу. Потом просто там поставлю сколько чего надо. Заплачу кому надо. И ничего не будет. Но цель не в этом. Цель в том, что до человека дошло, а если до него не доходит, то еще какие-нибудь хулиганы стоит. Похоже, нет, не поможет. Есть, конечно, люди слабые, так скажем. Я покажу разницу между слабым человеком и профессиональным грешником. Слабый человек понимает нехорошо, и он не собирается это делать. Но он слабый. Проходит это рядом с этим местом, да? И постоянно там падает. Когда очнулся, он начинает раскаиваться и говорит, о, я вообще не прав. Опять я это сделал. Да? Опять я это сделал. Ну, покаяние есть, видите? Покаяние есть, он не оправдывает это. Он не пишет философский трактат о том, что на самом деле так и надо поступать. Нет такого, да? Он признает свою вину. Это уже не профессиональный грешник. Но это должно как-то проявляться в действии. Значит, наверное, вот это вот место, где я падаю постоянно, может быть, заклад надо войти в всякий случай. То есть уже сам факт, что я не хочу так поступать, это уже говорит о том, что я не хочу исправляться. Это уже хорошо. Но если я могу что-то еще сделать, чтобы показать, насколько я хочу, это надо делать. Тогда это не профессиональный грешник. Профессиональный грешник — это нормально. Я не собираюсь что-то менять. Классно же, здесь живем классно. Я просто это сделаю, все пройдет. И тогда не работаю. Тогда эта вещь не работает. Ну, в принципе, я вам рассказал уже все секреты. Вот. Лечиться можно продолжать. Вот. Ну, иногда это не помогает, просто часто не может не работать. Поэтому вот благая деятельность, она очень сильно влияет на нашу судьбу. В общем, в общем. И помимо того, что меняется наша судьба в форме страданий, самое главное, что благодаря вот этой благой деятельности у человека возникает, у него приходит мудрость, вера приходит, опыт приходит, что существует Творец. И постепенно он приходит к пониманию, что оказывается, служба здорово, сам по себе он хороший человек. И последний секрет вам открою еще, последний секрет, потом можете задать вопросы, что вот эта благую деятельность, ну, она работает. Человек покаялся, решил это делать, это действительно работает. Но есть две категории людей. Две категории людей, которые занимаются этой богослужебной деятельностью. Две категории. И одна из них — это люди, которые, ну, честные, я их называю честные люди. Но у них есть, как бы, цель жизни, получше жить здесь. Тут, знаете, нужно получше жить. Ну, правильно жить здесь. Все правильно, каких-то, ну, не болеть. Какой постепенно. Вот. Какие-то посты занимать, богатство. Ну, хорошим человеком быть. Да? То есть одна цель, одни люди, они хотят здесь быть. И они, конечно же, обращаются, если верят к Богу. Если у них что-то не получается, они обращаются к Богу за помощью. Вот. Если они что-то совершили неправильно, не каются, просят прощения. Вот. Пожалуйста, помоги, да, не помогай.
отношения между ними и Богом это такие, ну, честные отношения. По справедливости. Ну, как со взрослыми, знаете. Хочешь здесь, ну, давай тогда конкретно делай, все правильно. Это вот такие отношения. И опасность этих отношений такая, что так как у человека тенденция все-таки здесь хорошо устроиться, то все время как бы вот соскальзывает человек. Знаете, очнулся, уже приедет. Очнулся, уже что-то нечаянно, ничего не там сделать. Потому что хочется же здесь. Но в принципе это честные люди, это обычные люди. Это обычно, когда люди занимаются религией, вот это вот это хорошие религиозные люди. Но есть еще странные религиозные люди, странные. Это необычные. И насколько они странные, я вам сейчас расскажу. Представьте такую ситуацию. Вот вы работаете дома за интернетом, за компьютером. Есть же компьютер дома, все? Большинство есть. Что у вас там? Windows, да? Windows, да? В Европе у них там маки все. И другая тема. Значит, представьте, вы работаете на Windows. Когда вы работаете на Windows, вот кто-то из вас, вы тоже на Windows, что ли? Да. На маке, да? Linux? Не знаю, что такое. Допустим, Windows. Вы работаете на Windows. Вот когда вы работаете за компьютером, вы когда-нибудь думаете о том, кто создал эту программу? Вот кто-то вообще вспоминает автора? Когда накосячит, иногда вспоминает. Иногда вот один человек из аудитории вспоминает. Кто, кстати, знаете? Windows. Билл Гейтс, вспомнили святые Билл Гейтс. Значит, обычно люди работают в программе. Их вообще не волнует. Кто там, что там. Ну, заметили, что вот такое сочетание клавиш, ну как-то срабатывает. Ну, заметили закон природы. Вот если так раз, вот так происходит. О, это я открытие сделал. Я сделал открытие, книгу, мои свет имени, закон Ома. Закон Ома. Если вот так дальше раз, вот так вот будет происходить. И никто не вспоминает, а кто создал эту программу. Некоторые вспоминают, не каждый вспомнил. И как он его вспомнил? Мог бы меньше вирусов сделать. Мог бы, и еще вспоминают, а еще какую-то получше программу могут поставить. То есть вот это честные люди. Вторая категория — честные люди, которые говорят, ну да, есть там Билл Гейтс, хорошая, в принципе, программа, но мог бы еще что-нибудь подкинуть. Но есть еще странные люди. Вот даже вот вы, да? Вот когда вы вспоминаете Билл Гейтс, вам когда-нибудь в голову приходило, а как там Билл Гейтс жил? Может, ему варенье надо ванильное представить? Что ему нравится на завтрак? Может, ему голова болит? А Билл Гейтс? Билл, дорогой, что тебе прислать из Челябинска? Орехов? Что тебе вообще нравится? Ты мне нравишься просто. Вот вы свалили, да? Может, хотя бы одну лицензионную купить, и нормально будет. Не пиратскую версию. Это ему, да? Скажете? Ага. То есть, смотрите, третьи люди, вот это совсем странно, они интересуются им самим. То есть, большинство людей не интересуются, пользуются программой, какие-то закономерности узнают и, слава Богу, работают. Да? Некоторые из них, они говорят, ага, есть там какой-то творец. Слушай, творец, ты мне подскажи там пароли какие-то, лицензионную версию, пришли какую-нибудь, получше. Они интересуются, что у Бога в карманах. Когда они вообще будут в карманах. О, хорошая вещь, давай. И третья категория людей, вот эти вот как раз третьи, это странные люди. Они начинают им лично интересоваться, не тем, что у него в карманах есть. Говорят, слушай, ты нам нравишься. Они странные и редкие люди, потому что для того, чтобы быть таким, нужно встретить людей, которые знают, что Творец хороший человек. Не, может сказать хороший человек, но это о чем не говорит. До какой степени он хороший? Как это выглядит? Что это за характер? Но вот когда люди, когда некоторым везущим, говорится, такую-то тех, кому повезло, они знакомятся с людьми, которые знают Творца. У них появляется желание, ну, как я хочу с ним, мне нравится он. Что у него в карманах, это не так важно, что я могу его вытащить, да? Мне нравится он сам, как человек, как личность. И вот этот путь, это люди, которые хотят быть с ним. И тут другая статья очень. Если здесь все по справедливости, то здесь все
Ну, знаете, когда вы знакомитесь, да, с кем-то, вот, дочку вы вспомнили 10-летнюю, с пирожками, да? Вот вы приходите, и там, значит, дочка с пирожками. Вся кухня в дыму вообще. По полу разлито масло, вот эти пробки там лежат какие-то, мука, вот, пирожки, знаете, ну, первый раз же. И ну, вот если брать вот с этой статьей, да, ну, в ресторан приходите, и вам такой пирожок там. Ну, брат, что за пирожок? Ты сам не умеешь, не верни, да? Но если это ваша дочь, да, которая в первый раз это все сделала, понятно, что можно было там, меньше позлить масло и муки, но радует чего? Она же старалась. Она же для меня старалась. Это вот этот путь. Это вот этот путь. Когда человек пытает, даже если он в самом-самом начале находится, да, для него вот эта вот идея появляется, что оказывается, если можно это слышать, для него что-то можно сделать, он порадует его. Если он делает, чтобы порадовать его, даже если вначале его там этот пирожок такой, знаете, подгорелый, да, его примут. Понятно, что если он всю жизнь будет эти пирожки подгорелые давать, это уже неприлично. Но вначале человек не умеет по-другому, его прощает, видя его настроение. Это опять называется путь бхакти-йоги. Это отдельная тема. Бхакти значит путь любви, бхакти-йога. Вот. Это путь не для всех, но хотя бы для этого. Но идеально для этого. Но это не для всех, это кому повезло. Тому, кому повезло познакомиться с людьми, которые говорят, что Бог личность, удивительная личность. Тогда они могут заняться бхакти-йогой. Тогда они могут эту благую деятельность, о которой вы говорили, делать, порадовать его, просто порадовать. Другой эффект. Карма, вот это как раз этот путь, когда карма, любая карма, даже неисправимая карма, меняется в лучшую сторону, но не так, как вы захотели. Потому что такой человек доверяет ему, говорит, я хочу быть с тобой, и как это лучше, надо, ты сделай, как это будет лучше. И они даже в своих молитвах, даже когда они просят чего-то материального, да, иногда они просят, особенно начальник, они всегда добавляют, если на твоя воля это один момент, вторая запятая, если это поможет мне быть ближе с тобой. Что на все воля, они тоже говорят, на твоя воля. Они тоже честные люди, они говорят, как ты решишь, пусть по справедливости. Но это еще добавляет, а если это поможет мне быть ближе к тебе. Вот такая будет. И тогда будет происходить так, может быть не так, как мы запланировали, но так, как будет полезно для того, чтобы мы могли быть ближе. Это самое сильное и самое могущественное способ для себя. Ну не для всех почему-то, не для всех, кому повезло. Но хотя бы вот это чисто человек. Окей, мы с вами прошли 3 пункта. Сначала мы говорили о том, что устроен закон кармы. Потом мы узнали, что такое хорошо, что плохо по закону кармы. И рассмотрели с вами особый вид благой деятельности, это богоцентричная деятельность, которая может влиять на другого. Если у вас остались вопросы, можно спросить. Время у нас уже закончилось, правда. Тогда вы можете мне написать на адрес. Я еще раз напишу, кто постеснялся просить. Можете написать. Да, и диски все-таки не пришли, но так как вы оставили анкеты, то вам скажут, где информация. Спасибо вам за терпение. Посмотрите, мне нет огонек. Я выражаю общее мнение, выразить эту благодарность еще не один раз. И хотите вас что
человек на санскрите, то, что он написал. Ватсала — это мое духовное имя. В той традиции, которой я принадлежу, когда человек получает посвящение, ему дают имена. У Бога много имен. Каждый из этих имен отвечает на вопрос «какой?». Бог какой? Какой? Большой, хороший, да? Добрый. И там тысячи этих качеств Бога. И слово «ватсала» означает тот, кто заботится о своих преданных, о своих слугах, так же, как корова заботится о телятах. То есть ватсала это как бы отношение между родителями и детьми. И что вот Бог вот так очень благословен тем, кто ищет его прибежище. Это слово ватсала значит. Такой это Бог. Ближайшая встреча с Олегом Дмитриевичем состоится 6 сентября. Именно тогда прибудут диски. Это будет на семинаре госоотношений Горбаченкова Алексея. И мы надеемся, там вы можете уже увидеть диски и книги Олега Дмитриевича. Еще больше я буду отвечать на вопросы. Аюрведа радио. Я сейчас приехал в Краснодар, и вот в ближайшие дни, то есть сейчас эти лекции, то, что я сейчас... другие, вот те, которые на диске. Те, которые на диске, вот, они там крутятся на радио, и, по-моему, после 27 числа там будет эфир, где будет отвечать на какие-то вопросы. Буквально еще одну секундочку отниму вашего внимания. Вы практически все получили вот такие закладочки. Здесь в программе семинаров группы «Ясень». Именно они организовали сегодняшний семинар. И вы видите, до конца 2013 года здесь еще несколько семинаров вас ждет. Отношений, встреча с Евгением Гуновым, кто-то из здесь присутствующих, им знакомы эти имена. Шахов Александр. Кто-то бывает на семинаре, на фестивале «Благость». И вот там эти жемчужинки, вот такие вот, именно там можно с ними познакомиться. И самая главная задача была вот этой группы «Ясень» — привести их к нам в Челябинск. Можно узнать о новых планах этой группы. Группа ВКонтакте можно записать, а можно, вот в принципе, у всех, у кого есть закладочки, там вот этот адрес есть. Не надо писать на доске. Дойдете? Тогда до новых встреч. Еще раз давайте поблагодарим.